Пьем кофе за 27 евро чашечка. Почему ты вип-сауна? Родился парнишка, мутант и алкаш. И первое слово сказал: «Урамаш!» Пьяный мещанин грозит Западу. Мы знаем телеграм-канал с таким содержанием. Ну, будет весело тебе. Будь счастлив. Вова, ты один из лучших рассказчиков историй в русскоязычном интернете. Более того, ты человек, который переживает сейчас интересную трансформацию. Ты был телеведущим, работал на классическом телевидении, а сейчас ты переизобретаешь себя в социальных сетях, причем на самых разных платформах, и там становишься очень заметным. Чтобы поговорить с тобой и про историю, и про трансформацию, причем не только твои, нам и захотелось с тобой очень встретиться. Я польщен вниманием. Спасибо. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, у меня есть такая штука. Поскольку я занимаюсь такой редким видом журналистики, исторической журналистикой. То есть я делаю все то же самое, что нормальные журналисты, но я общаюсь с прошлым. Из всех мне интересно все мертвенькое. Я вот люблю все мертвенькое. И в этом хочу разбираться. И к этому отношусь как к нормальной журналистике, когда люди делают сюжеты там, про горящую помойку. Да? То есть ты находишься здесь сейчас, стоишь с Юрой, разговариваешь, вокруг ходят люди, гуляют, весна, Прага и так далее. И одновременно ты в этом городе, поскольку он так сохранился, и в нем до сих пор сохранился этот пражский дух, ты можешь почувствовать себя одновременно в 60-х годах 20 века, важных для этого города. Можешь унюхать как-то органолептически, осязательно и зрительно 80-е годы и бархатную революцию. Можешь почувствовать что-то, что происходило здесь еще в Австро-Венгерской империи, и где-то там, совсем в туристических тропах, унюхать какое-то средневековье. И для меня это лично питает. Мне так проще и интереснее существовать. Вернее, сложнее, но интереснее точно. Я сразу начинаю видеть город в нескольких измерениях, и мне это просто углубляет зрение. Оно его трехмерит. Мне так интереснее жить. Мы на горе Монжуик в Барселоне. За моей спиной Олимпийский стадион. Он был построен в 1927 году и за эти почти 100 лет прилично устарел. Но в Европе по-прежнему очень мало арен, если вообще есть, с такими панорамными видами. Если гулять вокруг, то можно увидеть море, еще раз море, одна гора, другая гора, Национальный музей Каталонии, всю Барселону и даже вот такие конструкции. Очень урбанистично. Просто праздник для глаз и души. Про футбол мы решили поговорить, потому что совсем скоро в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. И если вы находитесь вдали от дома, но хотите смотреть главный футбольный турнир года с комментариями на родном языке, то есть решение. Видеосервис Картина ТВ. Здесь можно по единой подписке смотреть более 200 каналов разных жанров и на разных языках, а также контент крупнейших 9 онлайн-кинотеатров, включая Старт, Кинопоиск, Винг, Премьер и Иви. Плюс контент из больших видеотек на украинском и армянском языках. Всего это более 85 тысяч фильмов и сериалов в отличном качестве и без рекламы. Пользоваться Картина ТВ можно на любом устройстве из любой точки мира с доступом к интернету. Поэтому даже в тысячах километрах от дома вы сможете подключиться к трансляциям чемпионата Европы по футболу на различных языках. Переходим по ссылке в описании и оформляем подписку на Картина ТВ. При покупке не забываем ввести вот этот промокод, чтобы активировать один из бонусов. Первый месяц просмотра за 1 евро с трансляциями всех матчей чемпионата Европы по футболу и доступом ко всему контенту, который собран на Картина ТВ. Или скидка на годовой абонемент. Вперед! У тебя сейчас тур с историческим стендапом. Что такое исторический стендап? Я понял, что вот все годы, что я делал историческую программу, я все время ехидничал и кривлялся на тему русской истории. И я начал просто думать, можно ли это превратить во что-то еще. Я просто был всегда уверен, что история России гомерически смешная, она ужасная. И трагическая, и кровавая, и жуткая. Она полна садистов, тиранов, сатрапов, кого угодно, но она и смешная, потому что все как в жизни. Ну, в жизни это и трагедия, и комедия. Это никогда не разъединяется.
Русская история точно такая же, как чешская, английская, американская, какая угодно. Она представляет собой и трагедию, комедию. Но говорить об этом как-либо в духе комедии у нас просто не принято в стране. И я подумал, что, может быть, надо попробовать смотреть на разные большие, крупные, эпические события, довольно тяжелые, смута, там, война 812 года, с точки зрения в комедии и фарса, и часто это удается оттуда вытащить. Ну, например, вот война 812 года и пожар в Москве. Это все овеяно всякими легендами поэтическими. Поэма Бородино, Лермонтова или фильм «Гусарская баллада». Это все замечательно, весело и довольно трогательно, но мало имеет общего с тем, что тогда произошло. Все-таки 2/3 города сгорело. 2/3 города просто выгорело. И огромное количество народу погибло. И вообще это оставленная столица, оставленная неприятелю. И, в общем, это довольно драматическое событие, такое, о котором, опять же, надо говорить вот, как бы, с серьезным лицом или восторгаясь там, поручиком Ржевским. Вот, но незадолго до вторжения Наполеона руководить Москвой поставили графа Федора Растопчина. Федор Растопчин был персонаж по нынешним временам очень узнаваемый. Он был ультранационалист и на каждом углу светского общества трубил, что все проблемы от низкопоклонства перед Западом, оттуда, с Запада. И он был как бы не очень удел в Российской империи, которая сама была западноцентрична. Но тут такая заварушка с Наполеоном начинается весной 12 года, его ставят руководить Москвой и назначают московским генерал-губернатором. И он с вторжением наполеонских войск разворачивает настоящую пропаганду. Он рассаживает троллей, настоящих провластных, по кабакам, запевал и Краснобаев, которые, значит, там как бы громко в этих кабаках, подпаивая всех остальных, провозглашают всякие, значит, идеи, что мы этих французов, значит, шапками закидаем. Распространяет такие лупки. Там такой персонаж был пьяный московский мещанин Корнюшка Чехирин, который, значит, выпил и говорит, что эти французы у нас тут щей налопаются, от каши задохнутся. Или наоборот, там каши налопаются, от щей задохнутся. Пьяный мещанин грозит Западу. Мы знаем телеграм-канал с таким содержанием. Окей. Вот. Потом он нанял там Алексея Венецианова, чудесного художника, который писал такие пасторальные картины. Он его, значит, рисовал, как русский крестьянин одними вилами протыкает в полной амуниции француза. Ну вот. А самое главное, он печатал такие афишки Растопчина, которые висели значит, по всяким стенам и зачитывались вслух, в которых он тоже узнаваемо, как вот человек высокого происхождения, пытается говорить на народном языке. Эх, братцы, мы там этому французу там по жопе надаем. И, в общем, это была абсолютная шапка закидательства. Он писал: я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет. Стоял там лето 1812 года, и этот злодей приближался к Москве. То есть он как бы вел информационную войну там, где шла война реальная. И сколько вот ни назови, что это армия карликов и наркоманов, они такими же не станут. Это реальная великая армия Наполеона, которая приближается к Москве. И даже в письмах к Багратиону писал, то есть он так, видимо, поверил в то, что вот мы французов одним махом там соплей перешибем, что он писал, Наполеон хотел Россию проебать и сделать из нее блядь. А я думаю, она целкой останется. Пишет он генералу Багратиону на передовую. Это прям сохранение. Это цитата из графа Растопчина. Очень плохой рэп. Очень. Это вообще довольно низкий стиль. Ну и, короче, враг приближался. В какой-то момент Растопчин выпускает афишку, типа, братцы, давайте все на защиту Москвы на 3 горы. Это там, где были трехгорная мануфактура в Москве, если помнишь, трехгорные переулки. 905 года. Да, вот там. И, значит, Москва, уже вооружившись, кто там остался, чем угодно, там, вилами, лопатами, какими-то ножами, собираются на защиту Москвы, ждут своего главнокомандующего, генерал-губернатора, которого к тому времени уже, естественно, след простыл. Все эти москвичи постояли, ну и город пришлось сдать. А этот Растопчин уехал в эвакуацию, сбежал. Потом 34 дня Наполеон пробыл в Москве и, как мы знаем, довольно бесславно убыл. Туда вернулся Растопчин и начал осваивать бюджет, потому что Москву надо было отстраивать заново. И он 2 года этим занимался великолепно. После этого его отправили в отставку. И куда делся наш ненавистник французов и поборник нашего, значит, особого пути и враг низкопоклонства перед Западом? Он уехал жить в Париж. Потому что французы же там... Он писал, что французы в своей стране совсем не такие, как за ее пределами. Надо же, интересно.
Короче говоря, я вот такие истории там рассказываю. Согласись, Это они... звучит неправдоподобно. Звучит, как будто это все как бы набор каких-то историй, но это абсолютно реальный персонаж. Федор Васильевич Растопчин. Все эти афишки растопчинские хранятся в разных музеях, в том числе, по-моему, в историческом музее в Москве. И это все абсолютно реальная история человека, который руководил Москвой. Если по памяти просто не могу все эти афиши воспроизвести, но там один сплошной, ну вот, «Эй, братцы, да мы там этим французам, а они нам, отдавай, Что из этого вышло? Наполеон в Кремль, значит. Олимпиада 80. Абсолютно наглухо бойкотированная всеми западными странами. Из-за войны в Афганистане. Из-за вторжения в Афганистан, Картер объявляет бойкот, все его поддерживают, толком никто не приезжает. И на открытие Олимпиады какой-то пожилой господин поднимает вот так американский флаг. Короче, выяснилось, что это американец, который приехал просто по туристической визе в СССР и привез туда американский флаг, поднял его на трибуне. Естественно, там просто из него все соки вытянула правда. Значит, все написали как вот, назло, значит, этим злопыхателям. Назло Картеру приехал американец и американский флаг поднял, потому что дружба народов, прежде всего, тра-та-та. То есть правда его не мочила, а наоборот он был героем. Типа, круто, вот он, презрев бойкот. И я начинаю читать. Мы делали фильм, ну вот из нашей линейки Москва-Раевского про Олимпиаду. И я нахожу эту историю в американских газетах, а там просто чуть подробнее, чуть больше фактуры. Там не только «Эй, ура!», а еще что, собственно, произошло. И там есть его имя. Я начинаю читать. Выясняется, что чувак поразительный. Он приехал на Олимпиаду 80 уже в преклонном возрасте. Он был когда-то на самой первой Олимпиаде 1896 года. Младенцем в Афинах. И после этого он бывал уже в России. За 84 года до того? Да, ну ему было 85 лет, допустим, в этот момент. И он бывал уже в России в составе американской интервенции в Архангельске или Мурманске в 1919 году, когда во время гражданской войны была попытка свергнуть большевиков оттуда, британцами, американцами и французами. И, короче, я в этой же американской заметке читаю, что, значит, этот господин, у меня вылетел из головы, как его зовут, потому что я правда, не готовился к этой истории. Он был в сопровождении молодого человека, рыбака из Огайо. И там написан какой-то микроскопический город, из которого этот чувак. И я понимаю, что, ну, у этого господина пожилого уже точно нет в живых, понятное дело. А вот этот молодой, ну, ему там было 25 лет тогда, в этом 80-м. Это ни о чем. Он сейчас как бы вполне в расцвете сил. И я так хочу его найти. И я полночи ищу, как называется, значит, этот городок, ищу его на карте и думаю, куда там написать. Чтобы, типа, земляки, я ищу вашего земляка. Обычно в дайнер в таких случаях пишут. Ну, в ресторан. Вот первый человек, который сразу понял, куда я начал писать. Первый. Я написал во все окрестные бары имейлы. Ну, понятно, как там читают имейлы в этих крупных барах в Огайо реднических. Так. Ну, короче, не получил оттуда ни одного ответа, но я полночи сидел и писал все почтовые отделения, в какую-то elementary school, в бары, просто чтобы найти этого парня. Ну, пока так ничего не получилось. Но как-то вот я упоролся и сидел полночи, искал какого-то чувака, который был с другим чуваком, который развернул американский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве 80-го года. Вот у меня, короче, это что-то компульсивное, или как это правильно называется. Короче, я вот, бывает, так упарываюсь. Ну как, интересно же. Ну плюс, прикинь, как круто. Эта история где-то существует. Этот человек, скорее всего, дай бог ему здоровья, ходит по земле. И он оказался вовлечен в крайне интересную хреновину. И у тебя есть возможность это как-то вытащить на поверхность и показать. Разве это не круто соединить 2000, там, какой был год, 21-й, когда я все это искал, и 80-й, и вся эта история как-то всплывет наружу. Пока мы здесь выстраивались, к нам подошла девушка из Екатеринбурга с ребенком. Она тебя узнала, она приветствовала, фотографировалась, и она говорила с вот этим говором уральским, абсолютно невероятным. Почему его нет у тебя? Ну, я избавился от него. Есть всякие методики, чтобы от него избавляться. Ну, конечно, я сколько лет, 20 назад еще говорил нормально, как у нас говорят на Урале. Ты умеешь говорить по-уральски? Правила знаешь, как говорить по-уральски? 4. Давай. Первое правило уральского языка, ну, буква О, конечно. Ок надо. Хорошо? Хорошо, ну, как бы хорошо. Вологда. Ну, это должно быть не то, что я окаю, только я окаю. Второе. Выпирать все согласные должны вот так вот выпирать. Ты должен как бы подчеркивать, что слово имеет какой-то вес. Третье. Про окончание можешь забыть вообще. Их не должно быть никогда. И четвертое. Интонация должна быть наизная, даже наезжать должен немножко. Даже если говоришь ежий плечник, реально хороший архитектор.
Слушай, ну у тебя уже прям не родным это выглядит. Вот прям, Ну, я как будто ты утрирую. так вытравил. Я это утрирую, утрировано, да. но как бы огромное количество уральцев говорит... Я утрирую сейчас, но, конечно, совершил посадку самолета «Уральские авиалинии». Забирайте багаж, уебывайте. Слушай, просто для меня уральский говор это вот если сделать какой-то список вещей, по которым я скучаю по России, уральский говор это вещь, по которой я, возможно, сильнее всего, это очень странно прозвучит, я понимаю, но, возможно, сильнее всего скучаю по России. И для меня всегда поездка в ЕКАТ, это была вот просто вот прикоснуться к этому прекрасному и духу, и речи в первую очередь. И когда мы снимали Яну Троянову, для меня это было просто несколько дней невероятного праздника, потому что я слушал эту речь, которую, обожаю. У меня иногда ощущение, что я не по делам ездил в ЕКАТ, а просто, чтобы вот послушать это, мне так от этого было хорошо. Я скучаю по этой речи невероятно. Когда идешь, проходишь мимо остановки, и там два чувака говорят друг другу, вчера, короче, вообще по лютой схеме было. По лютой схеме. Что начал, нормально сидели. Это невероятный язык. У девушки он не ушел? Нет. Моих родителей не ушел. Они говорят так же? Может быть, там с калибровкой чуть там плюс-минус, но в целом, да, тоже. Я очень-очень люблю это слушать. Для меня это просто самая колыбельная, это самая родная музыка на земле, уральский язык. Как ты вытравливал его? А просто, понятно, что там разминает речь, потому что у всех русских челюсть примороженная нижняя, а у уральцев так она прям каменная, как на памятнике танкисту. Но главный способ — это говорить с утрированным московским акцентом. И тогда минус на минус дадут плюс. Ты был знаком с большим русским поэтом Ильей Кормильцевым. У меня было несколько опытов взаимодействия с Ильей Кормильцевым, хотя мне даже странно про это говорить, потому что, конечно, он меня, наверное, никогда не помнил. Только появился как-то интернет, все было там как-то dial-up, и, в общем, довольно еще хиленько было. Мне кажется, что я учился в курсе, может, на первом, может, на втором. В общем, это было давно-давно, в начале нулевых. И я нашел сайт Ильи Кормильцева. Вдруг там как-то ходил по этим ссылкам, естественно, каждая из этих страничек грузилась по 1,5 часа, и я, наконец, нашел одну из них, и там можно было заказать книги с автографом поэта. Я просто заказал. Там надо было просто ввести свой... Никаких карточек тогда не было. Надо было просто ввести свой адрес и телефон. И через какое-то время, может быть, месяц прошло или 1,5, и я возвращаюсь домой, и мама говорит: тебе звонил кто-то, голос такой наглый. Какой-то Илья. И вот оставил телефон. И я перезваниваю, говорю: Илья, домашние же телефоны были. Илья, могу услышать Илью? И говорит: да, это Илья, я приехал, привез вам книжки. Чего? Какие книжки? Какой Илья? Илья Кормильцев. И тут мне так сердце. Вот. Он сам звонил по доставке. Да. Я говорю: Илья, спасибо большое. Как я могу их забрать? Он говорит: вы же там адрес указали, завтра мой сын завезет. Вот. А второй раз я работал на 4 канале уже репортером, и через каких-то там знакомых я договорился о том, что вот когда Илья Кормильцев приедет в Екатеринбург, он расскажет, как записывался альбом «Разлука» в здании клуба архитектурного института. И мы встретились на этот час и ходили вокруг, и он мне рассказывал, как они записывали этот альбом, и как он его сочинял. Но я был еще более темен и глуп, и поэтому я задал какие-то вопросы. Это как простыней накрывались. Что там спрашивают обычно юные репортеры. Короче говоря, ничего по сути глубокого я услышать не успел, но он рассказывал там какие-то случаи, как там их выгоняла уборщица. Но это все, конечно, не то, о чем реально стоило бы поговорить с Ильей Кормильцевым сейчас, если бы он оказался перед тобой или передо мной. А о чем бы ты поговорил с ним? Мне кажется, что он так как-то чувствовал хорошо, где мы живем, и людей вокруг. И вообще, не знаю, может быть, его надо было поспрашивать. Знаешь, когда он умер, через несколько лет сделали фильм, и там кто-то рассказывал из его друзей или современников, как он ел, что он когда ел, у него все крошилось, капало. Это вот я. И мне так понравилась эта бытовая деталь, какая-то обычная. Мне, может быть, с ним надо было поговорить, наоборот, о каких-то простых вещах. Типа, вы любите, когда дождь вас застал врасплох на улице? Или о чем вы думаете, когда едете в трамвае на Вторчермет
Свердловске. Ну, короче, о какой-то, может быть, ерунде стоило поспрашивать. Или о чем-то реально глубоком, потому что он, конечно, очень хорошо понимал нашу страну и людей, и, наверное, природу человеческих чувств. Какая главная песня Наутилуса для тебя? Мне почему-то сейчас вспоминается песня «Князь тишины», которая вообще написана не на стихи Кормильцева и не на стихи Бутусова, а на стихи венгерского поэта Эндре Ади. Я не знаю, правильно ли я склоняю его фамилию. И она о том, что если ты замолчишь, то... Я плохо запоминаю песни. То что, погибнешь? Да, короче говоря, если ты впадешь в это безмолвие, то тебя настигнет князь тишины. Можно по-разному это интерпретировать, но мне нравится идея сейчас, в этот момент, что молчание — это безвременье. Так, мягко выражусь. То есть надо говорить? Ну, мне кажется, если есть возможность, конечно. Вов, я увидел в Инстаграме у тебя про эту церковь, и это невероятно. Я сказал, пожалуйста, веди сюда. Я далеко не каждой архитектурной штуке в каком-то городе, которую я исследую или в который приезжаю, стремлюсь, но вот сюда я очень хотел прийти в твоей компании. Что это? Расскажи. Я знаю, что ты хотел, и, конечно, мимо такого, как пройти? Ну как? Это что-то невероятное. Давай, мой интерес, потому что это церковь. Это католическая церковь, но она выглядит... Я даже не знаю, как сказать, чтобы под местное оскорбление чувств не было. Ну, в общем, она скорее как корабль, что-то среднее между кораблем и торговым центром она выглядит. А ты не попадешь под местное оскорбление чувств, потому что здесь есть пословица: если чех идет в церковь, он словак. Типа деление такое, что словаки более религиозные, а чехи более светские? Да, это очень атеистичный народ. Очень большой процент атеистов. Так. Просто огромный. Вот, а эту церковь построил выдающийся славянский архитектор. Ёжа Плечник был просто столпом славянской архитектуры и одним из столпов европейской архитектуры, модернистской. Вообще, для меня лично самый интересный период в архитектуре — это вот этот, межвоенный, между Первой мировой войной и Второй мировой войной, когда одновременно рухнули все старые представления о прекрасном. Вообще весь старый мир рухнулся до Первой мировой войны. 4 года ужаса смыли все прошлые представления о чинности и благопристойности. Все это улетучилось. И одновременно совпало, конечно, с перерождением всех идей в искусстве. Короче говоря, 20-е и 30-е годы стали невероятным просто толчком к появлению вот всех вот таких нереальных экспериментов, невероятных форм. И Ёжа Плечник был одним из апостолов этого всего дела в Восточной Европе. Он построил очень много зданий в Любляне, вообще это гордость Любляны, там люди ходят с картами по его объектам. И это его самое большое произведение за пределами Словении. Собор Сердца Господня, кажется, называется, там длинное название. И вот такая вещь. Посмотри, что она одновременно похожа на что-то очень архаичное такое. То есть это похоже на какой-то Видишь, внизу вот такой этот, портик, она похожа на какой-то, не знаю, по форме напоминает древнегреческий храм. Дальше. Огромное это основание, все такое массивное. И вместе с тем мы видим, что это абсолютно современная штука. Несмотря на то, что ей 90 лет. Да, вот это. И поэтому сейчас, возможно, кто-то помидором меня в экран кинет в этот момент, но я бы легко мог представить вот такой жилой комплекс в Москве. Я не сказал, что это обязательно в случае жилого комплекса круто, но в случае церкви это очень современно. Тем круче, что отечественные архитекторы 20-х и 30-х годов строили то, что им заказывали. С фабрики кухни, ДК, дома железнодорожников. Ты имеешь в виду русские, советские? Советские архитекторы, да. А здесь-то можно было строить и церкви, и частные дома, и виллы. И поэтому, когда ты приезжаешь в Восточную Европу, в Чехию, в Болгарию, в ту же Словению, вообще в бывшую Югославию, то ты видишь огромный расцвет этой модернистской архитектуры, которая принимает совершенно другие формы, не такие, как в Москве. Потому что госплана не было. Да, и церковь могла заказать модернистское сооружение, и какое-нибудь здание патриархата в Софии. Это просто здание офиса митрополита. Это абсолютно крейзи просто произведение искусства. Построен в 30-е годы, как будто заказал не митрополит, а, не знаю, компания по Тесла 30-х годов. И вся Европа восточная наводнена вот такой архитектурой, абсолютно, на мой взгляд, не замеченной. Но я говорю не замеченной, имею в виду не замеченной очень-очень широким зрителям. Как ты относишься к гипотезе, что архитектура влияет на человека, даже если человек это не замечает? Просто повседневным нахождением рядом с ней.
Я не очень верю, что бытие определяет сознание. Я вырос в Свердловске. Мой дом на Фрунзе 20, в котором я вырос, это 10 подъездов серого силикатного кирпича о 5 этажах. Ну, то есть это немножко не Венеция, не Прага и не Любляна. То есть эти тейки, что у итальянцев такой вкус, потому что они живут вот посреди всей этой невероятной архитектуры, ты с ними не согласен? Мне кажется, что так бы все и было, что чем красивее город, в котором человек живет, тем у него прекраснее получается картины и, не знаю, стихи. Это ведь не так работает. Мне кажется, что чудо человечества в том, что в самом неприглядном окружении может родиться жемчужина. Откуда у тебя Я такой... это не себя, естественно, имею в виду. Я так не Кошмар. подумал, но звучало, действительно, могло прозвучать кого-то. так, да. Как ты сам объясняешь, что среди этих 10 подъездов у тебя развился интерес вот, к максимально не такому, максимально другому? Ну, я сейчас сам себе как наступлю на сказанное слово. Я все-таки вырос в Екатеринбурге, родился в Свердловске, в городе, который стал огромной экспериментальной площадкой для советской архитектуры авангардной, особенно 20-х и немного начала 30-х годов, пока ее не угандошили. Вот. И у нас просто... Я родился реально в произведении искусства, в Институте охраны материнства и там чего-то, ОММ он называется. И это, невероятная по форме хреновина 27-го года. Вов, мне кажется, ты сейчас просто взял и доказал тейк, что архитектура влияет, даже если ты этого не замечаешь, потому что ты даже взрослым это не заметил, но следующим ответом пришел, что ровно так и получилось. Вся эта модернистская, действительно, якатская и свердловская архитектура, вот эти вот все эти здания, которые то ли Тель-Авив, то ли непонятно что еще, все эти квадратики, кружочки и прочие дела, они рядышком были, ты этого не отдавал себе отчет, но как будто где-то на подсознании тебе это зашло. Моя жена выросла в Балашихе. Это небольшой город в Московской области, в очень ближнем Подмосковье, в котором нет никаких авангардных экспериментов. И она также обожает эту архитектуру, и мы так ходим и все фоткаем. Когда ты работал на Москве-24, у тебя была серия интервью, которые ты делал за обедом. Когда ты с православным священником общался, он за этим обедом заказывал себе черную икру. Его звали отец Михаил, я забыл его фамилию, мне кажется, его убили на войне. Он был военным капелланом. На войне в Украине? На войне в Украине. Полномасштабный или еще? Мне кажется, полномасштабный. Если я правильно помню, то буквально где-то год назад с небольшим была новость о том, что этого человека убили. Но он был военным капелланом. Как ты реагировал, что человек заказывает черную икру? Если мы не будем следовать этой максиме, ничего плохого не говорить о мертвых, то это, конечно, выглядело... Да я не знаю. Мне кажется, что это было не самое светлое лицо русского православия, скажем так, официального православия. Но вот он хотел заказать черную икру, чтобы показать, что вот вы тут меня позвали на свое телевидение, сидите тут такие. Вот и я могу так вот. Зачем священнику так делать? Я не очень понимаю. Но он многие вещи говорил такие, которые не укладывались в мое понимание. Ты веришь в Бога? Я не верю в Бога так, как верят в религиозном смысле, но каждый раз, глядя на мир вокруг себя, я не могу представить, что это просто получилось само по себе или следуя каким-то только биологическим законам. Прага, трамвай, собор Плечника, люди, как мы с тобой сейчас общаемся, я не могу представить, что это просто и как-то появилось в результате эволюции. И тем более я не могу поверить, что это просто все такой как-то так биологический вид получился, когда люди способны на какие-то удивительные вещи. Любить, жертвовать, отдавать, делиться. Мне кажется, что в этом есть то, что называют искрой Божьей. И я сейчас специально использую какое-то банальное выражение, но хочу вернуть ему изначальный смысл. Мне кажется, что это существует, и я не могу сказать, что я атеист вообще намертво. Я думаю, что есть что-то, когда мы не сами управляем своей жизнью, и это происходит с нами под воздействием какой-то силы. Вот это местная телевышка. Это очень необычно. Очень круто. Это Жишковская телебашня называется, она в районе Жишков стоит в Праге. Ее начали строить в 80-е годы, для чего просто бульдозеры разровняли старое еврейское кладбище, одно из старых еврейских кладбищ. В 80-х?
Да, ну это реально ужасно было. Потом они начали строить эту башню. Наступал стиль хай-тек. Стиль хай-тек в архитектуре — это когда что-то похожее, ну, короче... На хай-тек. фильм «Назад в будущее» или «Звездные войны». На фантастические фильмы. Да. Только уже не обязательно с бетоном, как строили там в 60-е и 70-е годы футуристическую архитектуру, а уже может выглядеть вот примерно так. Короче говоря, ее начали строить и достроили уже, когда все уже, и рухнула и советская власть это здесь, и уже Чехословакия оставался жить год, в 92 году. Ее назвали там слово «прст», что означает палец, перст. А Яноша, по-моему, Янош был последний генсек Чехословацкой компартии. Просто Яноша. В народе или официально? В народе. Прикинь. И потом как-то прожане ее довольно быстро полюбили. В Праге в 2000 году объявили Год Европы. Скульптор Давид Черный, такой местный, ну, я бы сказал, Бэнкси, не знаю, надеюсь, не обижу ни Бэнкси, ни Черного таким образом. Он рассадил на ней вот этих черных младенцев. И они повисели на ней год. Потом Год Европы закончился, и сказали, значит, арт-объект надо снять. И тут прожане в свойственной им манере вышли на демонстрацию. Не забудем, не простим, не позволим. И младенцев оставили там навеки вечные. Ну, их заменили на копии, потому что оригиналы забрал себе скульптор, но вообще вот эти младенцы там уже 20 с лишним лет. Ну, выглядит очень мило. Выглядит очень круто, по-моему. Да, прям вот действительно не состарилось. Что это, что то. И необычно, и футуристично в лучшем из проявлений. И, по-моему, это настоящее искусство. Это дворец, который сейчас служит Министерством юстиции Чешской Республики. А 100 лет назад это была богадельня. То есть вообще в Австро-Венгерской империи эту штуку построили как богадельню, то есть приют для бездомных. В 1921 году Чехословакии было всего 3 года. Ее президент, совершенно потрясающий, удивительный человек, философ по образованию, интеллигент по происхождению, Масарик объявил русскую акцию. Это была самая, наверное, грандиозная акция помощи русским беженцам и иммигрантам в истории за все 100 лет. Они сказали так. Значит, мы знаем, мы славяне, русские тоже славяне. Есть огромное количество русских, которые не смогли получить нормальное образование из-за того, что ушли воевать на Первую мировую войну, а потом в гражданскую. Огромное количество этих молодых людей сейчас находится в Константинополе, в Софии. Где-то они выброшены просто из России или мигрировали, или были эвакуированы из Крыма спешно, или как-то из Одессы, или как-то еще. Они все рассеяны по миру. Мы хотим их сюда пригласить, чтобы они за счет республики получили здесь образование, закончили то, что они не успели доучиться до войны. Те, кто умеет преподавать, чтобы могли преподавать, мы обеспечим их всем необходимым. И когда власть большевиков падет, в 25-м году, максимум в 27-м, они вернутся в Россию, и это будет наш самый лучший союзник в Европе. Там чуть ли не, вряд ли буквально, но «Прекрасная Россия будущего» использовалось сочетание. Да, что-то такое у Томаша Гаррига Масарика было. Масарик любил Россию, говорил по-русски, и премьер-министр Чехии, у него жена даже русская была. Да, его звали Карл Крамарш, а жена у него была Надежда, по-моему, Абрикосова, из тех, которые делали конфетки знаменитые дореволюционные. И у них была вилла даже в Крыму. Он был дикий русофил. Собственно, они оба были. Масарик ездил в Ясную Поляну к Толстому, по-моему, он даже репетиторствовал, преподавая русский язык когда-то в юности. А Крамарш, так он просто считал себя и русским тоже, будучи женатым на русской даме, дружа с огромным количеством русских. И он всю свою жизнь последующую отдал на то, чтобы помогать здесь русским. Тогда страна называлась Чехословакия. Чехословакия сделала для русской миграции, которая уезжала от большевиков, в процентном соотношении, проектируя на размеры страны, столько, сколько не сделал никто больше. Мне кажется, да, что это совершенно беспрецедентно. Они какое-то огромное количество процентов или доль процента своего бюджета тратили на помощь русским иммигрантам, русским беженцам. Что они делали? Они давали работу. Профессура могла просто преподавать сразу же, сюда переходить. Они давали возможность получить высшее образование. Они платили пособия. У студентов были стипендии, и, как говорят, в отличие от других стран, куда мигрировали русские, на эти стипендии можно было достойно жить. И в целом общее настроение было, что рассказывают про Прагу тех времен, что это было прям таким лучом света. Русские Афины, русский Оксфорд их называли. Потому что много именно учащихся. Именно, что они создали здесь вдруг такую конгломерацию, несколько десятков тысяч людей, молодых в основном, которые приезжали в Прагу, чтобы получать образование за счет республики. Они жили не очень
вольготно. То есть, говоря достойно, мы понимаем, были закрыты базовые потребности. Но вот эта вот штука, они взяли эту, богадельню, которая выглядит реально как дворец, и превратили ее в общагу для вот этих русских иммигрантов. Здесь жили тысячи русских людей, сбежавших. Тысячи русских людей. Даже когда сюда приехал Сергей Фрон, муж Марины Цветаевой, и они воссоединились здесь с Мариной и с маленькой Ариадной, их дочерью, то они вот первые несколько ночей провели здесь, в Худобинце. Худобинец называлось это место, богадельня Святого Варфоломея или Худобинец. На фоне Парижа и Берлина Прага была городом, где русские, во-первых, не нищенствовали, а во-вторых, не бухали. Цитата из текстов про тех времен. Ему вторил анонимный корреспондент парижских последних новостей. Очень отрадно, что в Праге русские не увлекаются пьянством, картами и фокстротом, а ведут гораздо более культурную жизнь. Да, и она здесь была довольно обширной. Один американский миллионер-русофил Чарльз Крейн, он очень много покровительствовал России. В частности, он когда-то выкупил московские колокола Данилова монастыря и подарил их Гарварду, где они висели весь 20 век и были в начале 21-го выкуплены и возвернуты обратно в Москву. Короче, был такой реально русофил, и он активно снабжал субсидиями эту русскую иммиграцию здесь, поэтому у них здесь был свой клуб, назывался «Русский очаг», при нем буфет недорогой, где они могли на эту небольшую стипендию как-то подкормиться. А правительство давало им раз в год пальто, костюм, несколько пар носков, и все это перечислено. Их снабжали буквально всем, включая одежду. Вот, и они как-то здесь существовали. И наверняка это снижало депрессивный фон, и, соответственно, меньше было пьянства и всего, о чем ты говоришь. Как-то жизнь налаживалась. Более того, к середине 20-х годов профессура здесь стала зарабатывать достаточно, чтобы скинуться на строительство кооперативного дома. Их построили 4. Один назывался профессорский, другой, не помню как, один из этих домов, там, как всегда, началось на строительстве какое-то там тырым-пырым, его назвали «У трех жуликов» в честь этого девелоперского проекта, видимо. 4 дома, которые построили русские профессора, скинувшись, взяв займ в банке, все культурно. И один из них стоит до сих пор. Вот, и это была довольно такая бурная жизнь. Просто чем дальше шло время, тем больше было понимание, что никуда большевики не денутся, и все снижалась и снижалась поддержка этих русских иммигрантов. А в 1934 году Чехословакия признала, или чуть раньше признала Советский Союз и подписала еще договор о дружбе. И, скажем так, чешским официальным лицам запретили ходить на все публичные мероприятия, которые делали русские, и не то, что там на выступление Антона Деникина, белого генерала, а даже на рахманиновские концерты и шаляпинские. Это просто не выдержало испытания временем. Но никто ни разу отсюда никого не выгнал, никто не толкнул на верную смерть. Каким-то образом Чехословакия не бросила, я скажу так, нас в беде. Нас? Русских, наших с тобой соотечественников, наших предшественников в эмиграции. Но при этом, когда союзники победили Гитлера, сюда вошла Красная Армия, и здесь началось такое, что большое количество русских иммигрантов, они были доставлены в Советский Союз и пошли по этапу. Я же не путаю ничего? Это все так, к сожалению. Сюда вошла Красная Армия. Они сначала вывезли весь архив почему-то, видимо, чтобы иметь все документы. И потом начали отсюда вывозить людей туда, в Советский Союз, в лагеря. Иногда некоторые здесь просто, убивали на допросе, кто-то там падал из окон случайным образом, а кого-то вывозили в Советский Союз. Причем вот один из этих кооперативных домов, про которые я говорил, они туда пришли, и они выгнали оттуда, расселили его целиком, и заселили его чехами. В этом кооперативном доме профессорском, его тогда уже, в 30-е годы, называли «братской могилой», потому что там жили уже совсем старенькие профессора. И вот после войны они были еще, скажем так, плюс 10 лет старше, и уже совсем, никакой опасности для советской власти не представляли. Их все равно всех расселили, и они мыкались здесь, где попало, просто потому что, чтобы не создавать никакого очага белогвардейской опасности, хотя ее уже здесь никакой не было. Как писали про эмигрантскую Прагу? Большим событием в жизни иммигрантов были приезды в Прагу с лекциями и выступлениями Деникина и Милюкова, писателей Бунина, Шмелева, Зайцева, Бальмонта и других. С восторгом встречали в Праге гастроли Павловой, Корсавиной, Дягилевского балета. Приезжал сюда и Федор Шаляпин. Все как сейчас. Абсолютно. Причем были реально свои звезды, которые, не уставая, колесили по всем эмигрантским городам, по всем эмигрантским столицам. София, Рига, Таллин, Париж, Берлин,
Прага и так далее. И Шаляпин был, конечно, самый главный селебрити. При этом он выступал в зале Люцерна на той же Вацлавской площади, на которой, по сути, изменится судьба всей Чехии, Чехословакии. И этот зал Люцерна принадлежал дедушке Вацлава Гавела. Представить невозможно, как все здесь сплетается. Когда я читал воспоминания, как сюда приезжал Шаляпин, это было что-то сравнимое. И, кстати, я не знаю, наверное, ни с чем не сравнимое. Может быть, вот последний из таких звезд — это Майкл Джексон, от чего люди просто выли. И там описано в этих воспоминаниях, что дамы выскакивали в проход и выли. Люди на галерках выли и не могли себя сдержать. И я уже ничего не контролируя, пишет эта девушка, которая вспоминает, как приезжал Шаляпин, забралась на сиденье и громко выла, значит, когда он закончил свое выступление. Это было что-то абсолютно крышесносное. Как еще одна краска очарования русской эмиграции Прагой, Цветаева писала, что она называла чехов народом своей любви, чистым как хрусталь. И говорила, что это были лучшие годы ее эмиграции. Уезжая уже в эмиграцию, она, по-моему, из поезда какого-то там в Ницце, или откуда это ходил поезд, или в Париже, написала открытку Тесковой, что самые ее любимые места — это Прага, Макропсы — это такой поселок небольшой, где они жили с Эфроном, и «Та моя родная гора», которая написала поэму «Горы», главное, наверное, пражское произведение. У нее здесь был роман такой мощный очень, с Константином Радзевичем, тоже, кажется, впоследствии агентом УГПУ или какой-то дряни, но впоследствии. А тогда это был просто юноша с томным взором, который ее пленил. И тут этот роман вот везде здесь в Праге разворачивался, и до сих пор вот эта гора, холм Петрожин, который нависает над Прагой, он есть адресат ее поэмы. Стихов. Адресат ее стихов. Этот Радзевич, кстати, дожил до 70-х или 80-х годов. Вау. Здесь, в Праге, я очень надеюсь, что эта дама еще жива. Ее зовут Галя Ваничкова. Она тоже из Свердловска, но она сюда переехала годы в 50-е или 60-е, замуж вышла. И она самый главный исследователь Цветаевой в Праге. И она нашла этого Радзевича в доме престарелых в Париже в 70-е годы и получила у него все письма Цветаевой и передала ее дочери, переслала в Советский Союз. И вот это вот такой город, где все постоянно выплетаются какие-то узоры вот этих вот взаимоотношений мировых именно. Здесь же еще зародилось такое движение, как сменовеховство. Да. Что это коротко? Ну, коротко говоря, что мы поняли, что большевики — это не так уж ужасно, и вообще они за крепкую, сильную Россию, и мы, в принципе, тоже не против, поэтому, может быть... Пора возвращаться домой. И это первая половина 20-х, то есть уже Да. несколько лет прошло, и все. И, Всего несколько лет. Да, смена вех наступила. 6 человек были среди организаторов всей движухи. Мы назовем судьбу всех их? Да, я не помню, но судьба у всех, по-моему, одна. Плохо все закончилось. 5 человек оказались в Советском Союзе и погибли. Были либо расстреляны, либо погибли в лагерях. И только один, тот, который уехал уже, когда Хрущев правил, остался живым. То есть он досидел до оттепели и только тогда репатриировался в СССР? Только так. Просто это как бы гримаса судьбы. Чуваки, которые топили за то, что в Советский Союз нужно возвращаться, им же были погублены. Да не все, кто возвращался в эти 20-30-е годы, их всех там говорили: да, все нормально будет, возвращайтесь, все. И их сразу же принимали. Сразу. Вот просто сразу это происходило. То есть не то, что там даже какой-то маскарад был. Ну, понятно, что с Цветаевой это продлилось там какие-то несколько месяцев перед тем, как арестовали Сергея и потом Ариадну. Ну, вот это вот несколько месяцев. А в целом это просто мгновенно происходило. Как всегда, вот вранье без... Даже вот нет никакого зазора. Что-то изобразить из себя. Ты теперь тоже живешь в эмиграции. Когда и почему ты уехал? Я уехал вместе с женой в конце 21 года в долгий отпуск с тем, чтобы вернуться весной в Москву. Мы весь 21 год снимали фильм об оттепели. Он называется «Свободный театр в несвободной стране». Про современник. О театре «Современник». Об оттепели, о первом оттепельном поколении, о вечной войне с цензурой и о вечной войне с начальством, значит, о вечном бое между молодыми людьми, которые что-то хотят сделать, и начальством, которое хочет, чтобы ничего живого не было. Короче говоря, мы весь 21 год об этом делали фильм, и должна была быть премьера весной 22 года. Мы уехали в Тель-Авив, на 2 месяца началась война, и мы больше не вернулись. Вот long story short. Почему ты не вернулся? Ну, для меня вот слово
журналист для меня очень важное, потому что оно определяет меня профессионально, значит, почти полностью. Я потерял возможность заниматься журналистикой так, как я и занимался до войны. И так быть откровенным со своими зрителями, читателями, слушателями, поскольку это единственный мой адресат. И если я не могу быть с ним откровенным и говорить честно, значит, я не могу говорить вообще. И поэтому я принял решение уехать. Ну, кроме того, было совершенно очевидно, что репрессии не за горами, и они действительно начались, к большому прискорбию. Но ты же вообще не занимался, или я путаю, общественно-политической журналистикой до отъезда? Очень мало. Я иногда делал какие-то интервью для «Медузы» и продолжаю делать до сих пор. Но в целом общественно-политической, того, что касается сегодняшнего дня, нет, не занимался. Но ведь невозможно, когда идет битва за Мариуполь, невозможно ходить по Москве и говорить, вот тут, значит, Федор Шехтель использовал такой изящный фасад. И это странно. Когда происходит такая беда, нужно говорить, даже если ты говоришь о прошлом, как-то давая понять зрителю, что ты говоришь и об этом тоже, и о сегодняшнем дне тоже. Мы всегда старались это делать. Но и стало ясно, что я такую возможность потерял. Ты же не только с исторической, но и прям с человеческой теплотой воспринимаешь то, как Чехословакия поступила с русскими, даже спустя 100 лет. Просто мы когда с тобой переписывались, я думал, что это типа важный этап истории. А сейчас мы общаемся, и за кадром мы здесь, и я вижу, что ты прям что-то больше испытываешь. Ну, конечно, меня это все жжет изнутри. Я же понимаю, что... Ну вот смотри, я оказался в эмиграции, и я, в принципе, счастливый человек в этом смысле. Я гражданин Израиля, помимо того, что я гражданин России. Я там могу пользоваться карточками, чем угодно. Но я же знаю, какое количество людей пострадало из-за действий этих упырей ни за что, ни про что, просто под сурдиночку за паспорт. И вот оказывается, 100 лет назад какая-то страна разобралась, что не все выходцы из бывшей Российской империи поддерживают режим кого там, Троцкого или Ленина. Или там, а есть вот люди, короче говоря, дали себе труд разобраться в этом, отделить одних от других и помочь тем, кто реально выступает против тирании и войны. Помочь им. Мне кажется, что я не хочу никак обесценивать те усилия, которые приложены там разными странами для того, чтобы принять политических иммигрантов, которые получили гуманитарные визы и прочее. Но мне кажется, что это все-таки Чехословакия дала очень высокую планку, которую пока... Я не уверен, что она пока взята. И, конечно, я к этому испытываю огромную симпатию человеческую и чувствую, что это прямо резонирует со мной, с сегодняшним днем, с моими друзьями, с теми нашими с тобой соотечественниками, кто оказался в Европе. Я не могу этот дрожи не ощущать. Вов, мы с тобой восхищаемся Прагой, мы в отличное попали время, здесь погода, сирень, все классно. Ты рассказываешь, как здесь здорово, но вот мы входим в парк, и давай просто зафиксируем, что здесь, как говорил Володя Котляров из группы «Порнофильмы», иллюстрация на тему «Все нельзя». Я понимаю, что это во всех парках, вот более-менее это нельзя сделать, но тут, по-моему, переборщили, нет? Мягко говоря, переборщили, и что-то очень знакомое. У меня есть где-то фотографии из Екатеринского парка в Царском селе под Петербургом, где, по-моему, рекордное количество, штук 35 таких перечеркнутых кружочков. Там они собрали все действия, на которые способен человек, и все их запретили. Я не знаю даже, как это объяснить. Это, конечно, очень-очень несимпатично, что, видишь, они заказали еще выпуклую табличку, прям отлили в камне свои «нельзя», как будто то же самое нельзя сказать каким-то другим языком. Пожалуйста, мы будем рады, если вы с собаками погуляете в другом парке или на спортивной площадке. Короче говоря, куча есть слов, чтобы только человеку по голове этим не давать. Было же время. 2008 год. Антон Красовский у себя в, страшно сказать, ЖЖ пишет следующее. Пишет Андрею Лошаку. «Андрюш, я горжусь, что знаком с тобой. И с вами, Рейтер, видимо, Светлана Рейтер, тоже смотреть всем. Делайте кросс-посты, это важно». Уточнение Светланы Рейтер. Вы не могли бы упомянуть двух героических продюсеров из профессии репортер, спродюсировавших почти весь этот проект. Это Владимир Раевский и Станислав Феофанов. Им и еще старшему продюсеру Евгению Баламутенко, честное слово, памятник нужно ставить. Они молодцы, поверьте. И Антон Красовский пишет, цитирую, поскольку сам лично этих людей не знаю, к сожалению, спасибо вам.
Антон Красовский хвалит твою работу. Это фильм о бытовом равнодушии. Мы приходили в 11 классе в школу, и после уроков собирались по понедельникам за киосками. У нас там было такое место, где там можно было курить, ну, в общем, клуб. Чтобы обсудить сюжеты, которые показывали накануне вечером в Намедни. И, конечно, всем доставалось время. Токменеву, Пивоварову, Валенцовой, Панкратову. Мы все знали имена, все цитировали целыми фразами. И, конечно, больше всего мы обсуждали сюжеты Андрюши Лошака. И склейка проходит сколько-то там лет, 6-7 лет. И я оказываюсь сначала стажером. Меня берут на работу в профессию репортер. И говорят, боевое крещение, с Лошаком будешь работать. И явно это говорят так, что, будет весело тебе. А я думаю, что это вообще невозможно. Невозможно. Я только переехал в Москву, и я буду работать с Андреем Лошаком реально. Мы на 4 канале, мы выбегали на лестницу, чтобы посмотреть, как он приезжает, поднимается там куда-то, когда приехал в Екатеринбург на съемки, заходил за оператором. Это сложно представить. Мы жили на большом удалении от этого, географическом и... Вот это он рок-стар был, а? Я понимаю прекрасно, я чувствую все то, что... У меня была возможность лично им об этом сказать в выпуске, да, я все понимаю. Да-да, ты просто так посмотрел, это реально так было. Я думал, так было только у меня. Не-не, и я только устроился в профессию репортер, и мы решили снять фильм о том, что какие-то новости вокруг появлялись, когда... что-то происходило страшное с человеком, а прохожим было совершенно плевать. Как какой-то там учитель из Петербурга, у него случился, по-моему, инфаркт, и он присел на лавочке, явно ему нужна была помощь, а все просто чесали мимо, и он умер к утру от этого сердечного приступа. И всем было насрать. Тогда только появлялись эти мобильные камеры, и в городе Бердске, в Новосибирске, какой-то мальчик катался на колесе обозрения, и он решил, видимо, показать какой-то и зацепился руками, и, в общем, он думал, что он поднимется и подтянется, но он, к сожалению, упал. И этот какой-то чувак снимал на телефон, о-о-о-о-о. В общем, были такие случаи, когда людям было абсолютно... подобрались так в новости, что другим людям было абсолютно насрать друг на друга, и мы сняли с Андреем про это фильм. Я на часть съемок как продюсер ездил. Поэтому, видимо, Света меня в свойственной ей очень внимательной к другим людям манере упомянула. Удивительно, что это происходило на странице Антона Красовского, но так вот иногда чудно складываются. Сколько ты проработал на «Москве-24»? Я никогда не работал на самом телеканале «Москва-24», но я делал для него программы и фильмы. Контент, да. Мне кажется, с 2013 года до войны, до 2022. Как тебе с ними сотрудничалось? Замечательно. Как-то так выстроились наши отношения, что я имел довольно широкую свободу. Мы взаимно уважали друг друга с руководством телеканала и с людьми, которые взаимодействовали лично со мной. И я мог делать то, что считаю нужным и правильным в своей профессии. Поэтому в человеческом смысле я не могу к ним предъявить никаких претензий и, наоборот, благодарен им за все эти годы. Приходилось ли тебе идти на какие-то компромиссы, когда ты для них производил что-то? Так, чтобы я где-то смягчал тон или смягчал краски, нет. Несколько раз меня просили вырезать какие-то вещи. Например? Буквально пару раз. Один раз я по наивности записал интервью в той программе, которую ты упомянул «За обедом», с Максимом Кацем. Ее сняли с эфира. А какой-то год был? Мне кажется, 2013. Но какие-то другие штуки там заходили совершенно нормально. То есть Кац уже в 13-м был неугодным человеком? Именно он, да. Но, например, интервью с Олегом Скрипкой о том, что такое быть украинцем, вышло на канале «Москва-24», что невозможно представить сейчас нигде. Но это было до аннексии Крыма или после? Это было где-то в конце 2013 года. Это другая жизнь еще. Конечно. И Кац был в другой жизни. Я могу так сказать. Когда я делал этот выпуск о Федоре Растопчине и 812 годе, о котором я тебе рассказал, я в качестве иллюстрации той пропагандистской политики, которую проводил Федор Растопчин 200 лет назад, я говорю, там был какой-то закадр, что все для моральной победы над противником. И в качестве иллюстрации я поставил такие фотографии наклеек «Обама-чмо», которые тогда были сильно в ходу. Это попросили вырезать. Это почти не цензура, это вполне может быть стилистические претензии. Зачем транслировать оскорбления? Пусть так и будет.
Нет, это я интерпретировал. Ни в коем случае не хочу быть адвокатом этих людей. Считаешь ли ты «Москву-24» пропагандистским каналом? Я его не видел 100 лет в обед. Нет, я имею в виду тот период, что ты работал, когда он каким-то образом у тебя появлялся на радарах, в телевизоре. И да, и нет. Я думаю, что он создан для продвижения и для адвокатирования многих вещей, которые делаются в Москве московским правительством. И в то же время там была куча всего остального. В частности, вот и мой пример. У тебя в Инстаграме есть видео, как ты с папой... Сколько папе лет? В тот день исполнилось 70. Папе исполнялось 70, и вы по этому поводу ехали прокалывать ему ухо, чтобы туда поставить сережку. Кто он, чем он занимается? Расскажи про них. Родители — это я. То есть вот все, что я есть, это мои родители. Они мне все дали, и они дали мне возможность свободного выбора и профессии, и ориентиров, и всего. Вот. А папа у меня по образованию... Интересная история. Папа по образованию математик. Он был очень-очень всегда крут в математике. И заканчивая математико-механический факультет Уральского государственного университета, он рассчитывал на то, что он будет заниматься серьезной фундаментальной наукой. Но поскольку он еврей, то в математике его не пустили. Поскольку математика была тесно связана там, с расчетом всяких там ракет. Короче, не ровен час. И папе пришлось переучиться на физика. Он стал физиком и работал в Институте физики металлов. По совпадению, в том же институте, в котором работал папа моей мамы, Евгений. Он умер в 70-м году, то есть очень давно, но это был тот же институт. И папа занимался фундаментальной наукой. А потом начались 90-е, и денег в фундаментальной науке было уже не фундаментально. Все это как бы начало разваливаться. И папа занялся бизнесом. Вот он сначала купил контейнер на оптовом рынке вместе с партнерами, и вот занимался бизнесом. Там, конечно, как бы сказать, я очень всегда этим гордился, тем, что папа взял себя в руки, взял семью и прокормил нас, и вытащил. Вот. Но там были всякие шепотки по городу, что кандидат физико-математических наук, такой тонкий читатель и ценитель авторского кино, значит, торгует на оптовом рынке. Типа западло? Типа, не для меня. Для людей, которые, видимо, смотрят на мир с высоты как-то своих моральных ориентиров. Вот. А потом в итоге папа занялся, у него была компания по производству пеноблока. Это такая штука, из которой строят дома, вспененный бетон. И все это шло хорошо и успешно, пока не настал 2014 год, и гайки начали закручивать и там тоже, просто это не так заметно. И государство стало подминать под себя все, включая все отрасли частной инициативы, частного предпринимательства. И строительство, конечно, оказалось тоже, и работать стало невозможно. Вот таков карьерный путь. Но вы хорошо жили? Мы жили по-разному. Я мало раз был за границей в детстве, но у нас были закрыты все базовые потребности и немного больше. Ну, это нетипичная история, как я понимаю, для нашего с тобой детства. Да, ну, как бы у всех по-разному было. Мне кажется, что в наше детство это обычно как бы сколько в классе истории, когда сначала детей привозили на каких-то там дорогих машинах, а потом они приезжали на троллейбусе уже на следующий год. А, у вас так было? Да. Да, а как вот эта история пошла про сережку в 70 лет? Как-то мы, мне кажется, поехали с родителями, вот один из тех разов, когда мы оказались за границей, мне кажется, мы были в Мюнхене или в Испании, и где-то папа увидел клипсу, которую, ну, знаешь, такого, она не прокалывает ухо, она вставляется сюда. Вот, и купил себе и ходил там с ней. И оказалось, что ему всегда нравилось вот, мужской пирсинг. Понятно, что эта клипса просто лежала дома, ходить так по городу было нельзя, проколоть ухо тем более. Не потому, что Екатеринбург это типа там... Не поймет. Но в целом нельзя заниматься производством строительных материалов и ходить в сережки. Ну, как бы это... Ну, так у нас думают. Так у нас думают, но это бесполезно кому-то объяснять, но это реально так. В Екатеринбурге, ну, как бы с кем ты будешь договариваться? С поставщиками, а потом родители оказались в эмиграции, и, по-моему, это моя мудрая жена Маша придумала подарить папе на 70-летие сертификат в пирсинг-салон. Ну, я пошел в Кёльне днем, прогулялся, нашел пирсинг-салон, договорился там с чуваком, который... Как Швайнштайгера зовут? Бастиан. Вот, его Басти такой. И купил у него сертификат, подарил папе, на следующий день мы поехали, прокололи ухо. Обалдеть. Они в эмиграции, они живут не в России теперь? Они живут в Кёльне, да. Почему? Ну, несколько вещей сочетаются. Ну, во-первых, они в связи с тем, что папин бизнес угас, как бы вот вся эта индустрия была задушена, и они поняли, что они хотят провести условную пенсию не в России, не в Российской Федерации. Во-вторых,
они, ну вот, мы с тобой тоже оказались вне России, но есть еще люди, которые просто не могут там находиться, когда страна воюет с Украиной. Им невыносимо это все. То есть им не угрожают прямые риски политические, но... Нет, но это невыносимо для них оказалось. Невыносимо. Вот, и в целом как-то они всегда были германофилами в том старом смысле любви к немецкой культуре. Немецкая музыка, немецкая поэзия, наверное, немецкая философия, вот про что не знаю, но не исключаю. И, в общем, в старом смысле немецкая культура всегда была им очень близка, и вообще вот кёльнская жизнь, прогулки по Рейну, изучение всяких там цветочков в дендрарии, это мама уже, им очень по сердцу. И ходить на всякую музыку, естественно. Этот Кёльн такой... Они любят классическую музыку тоже, и туда приезжают все лучшие оркестры, лучшие пианисты, лучшие скрипачи. Ты большой фанат архитектуры. Ты много лет работал на канале Сергея Собянина, который сносил исторические здания в Москве в большом количестве. Вот здесь появится цифра, там Архнадзор просто все время ее обновлял, эту цифру, и вот сейчас будет актуально. Как тебе с этим жилось? Плохо. Плохо жилось с тем, что эти здания сносились, а то, что канал «Москва-24», Сергей Собянин, это имело отношение к самому телеканалу, но не ко мне лично. Смотри, ты делаешь видео. Ты одна из главных звезд канала. Человек, который производит им десятки, а в общей сложности и пару сотен каких-то видеопродуктов. Это или фильмы, или программы, или что-то еще. Огромная их часть связана с тем, как ты исследуешь архитектуру Москвы. Как ты всегда радуешься тому, что что-то сохранено, что-то есть, что вот какие-то стены, по которым можно изучать историю. Я когда смотрел, кстати, видео и понял, что в Москве есть здания, которые помнят следы от пуль во время бомбардировки Москвы, когда нацисты к ней приближались, я был очень удивлен, это было очень интересно. Ты обожаешь такие вещи. То есть ты, очевидно, за то, чтобы с исторической памятью в городе к ней относились бережно. Так ведь? Да. И ты работаешь на людей, которые эту историческую память, наоборот, нарушают, ведут себя с ней крайне грубо. Я тоже себя не сдерживал. И, например, когда мы делали фильм о заводе ЗИЛ, который находился на станции метро Автозаводская, и, в общем, дал ей имя, и вообще это было одно из главных московских предприятий, то когда мы приехали туда снимать, к тому времени от этого ЗИЛа оставались уже почти руины. Немного еще было сохранено. Сейчас это все застроено жилым комплексом. Мне кажется, мало симпатичным. Но мы точно так же сделали, мне кажется, выпуск или фильм, сожалеющий о том, что произошло. Позвали туда Сашу Селиванову, которая тогда руководила Центром авангарда в Москве. И она рассказала, что это огромная драма, если не трагедия, для облика всего города, уничтожения этого комплекса. Таким образом, я в отведенном для себя пространстве выразил те мысли, и чувства, которые действительно испытывал и думал. Хорошо, а когда, например, в Москве происходило что-то, скажем так, жестокость уже переходила со зданий на людей. Лето 2019 года, жесточайшие разгонные митинги людей, которые хотели нормальных выборов в Мосгордуму, вот эти знаменитые удары на Тверской и не только. И Собянин, который выходит и говорит, говорит какие-то совершенно хамские вещи относительно того, что эти люди, многие из этих людей не имеют никакого отношения к настоящим москвичам. Как тебе в тот момент работалось там? К счастью, мне никогда не приходилось, не предлагали. То есть я вообще никаким образом не затрагивал фигуру Сергея Собянина. Мне не приходилось ничего хорошего говорить ни про него, ни про его заместителей, ни про министров московского правительства. А у себя в программе я старался дать представление о своем взгляде на вещи. И, опять же, мне это удавалось. Это не то, что без ложной скромности, я просто констатирую этот факт, что нам удавалось сделать фильмы о московской панике 1941 года, когда город фактически остановился и бежал, эвакуировался. Это было буквально 2 дня в ноябре 1941 года, в октябре 1941 года. Мы сделали фильм об архипелаге ГУЛАГ, как в банках из-под икры друзья Солженицына помогли переправить эту рукопись на Запад с помощью одного из русского происхождения ребят, которые приехали с делегацией ЮНЕСКО. И, в общем, это было такое большое
КГБшное произведение, которое нам удалось сделать. Мы сделали фильм про самиздат и про московских самиздатчиков, которые, в общем, всяческими усилиями пытались дать людям прочитать то, что им было якобы нельзя прочесть. И во всяких мелочах. Я даже один раз произнес вслух, можно я похвастаюсь? Я один раз произнес вслух почти выражение «Слава Украине». Мы тогда делали фильм о скульпторе Матвее Манезеле, который сделал скульптуры для станции Площадь Революции. Ты знаешь, собака и так далее. Все, да, потереть мордочку собаки и все остальные. И попали к нему в мастерскую, а он был к тому времени уже глубоко в соцреализме. И, все были там доярки, рабочие, крестьяне, красноармейцы и все прочее. Все довольно уныло. И тут я вижу маленький эскиз такой знакомого персонажа с вислыми усами. Я говорю, это там студент, это рабочий, это крестьянин. А тут «Слава Украины», Тарас Шевченко. И это тоже все получилось. И как-то там с видом на Кремль я произносил, например, такую телегу. Вот бывает так, что абсолютно невзрачное существо, не имея ни харизмы, ни каких-то прав на власть, захватывает власть в стране и устанавливает в ней свою диктатуру. В это время там наполовину кадра была одна из кремлевских башен. Я говорю, это всегда, конечно, трагедия, но и почти всегда смешно. И дальше мы переходили к фильму «Обыкновенный фашизм», и там надувал щеки Муссолини по какому-то поводу. А ты имел в виду Путина? А я имел в виду то, что люди хотят понять. Это как в том анекдоте. Вот это Эзопов язык. Да вот это междустрочье. Как такое маркером между строчек. Короче говоря, я надеюсь, что я тем, что я сейчас рассказываю, я никого не подставляю, просто потому что все это было в эфире. Но это были танцы вокруг смыслов. А чего? Я же делаю историческую программу. Поэтому я и говорю этим языком историческим. Важно. Я понял, что я не говорил об этом в начале. Я хочу просто узнать мотивацию. То есть в моих вопросах не осуждение, не моралите, любопытство. Как ты сам очерчивал для себя компромисс? Никак. Не было. Что может случиться на телеке, что ты скажешь, что я производить программу на Собянинский канал, даже когда Собянин участвует в том, чтобы бить политическую конкуренцию на выборах в Мосгордуму, ты готов. А что не готов был бы? Я не был бы готов говорить, что мне скажут, и ни разу этого не делал. И был готов вырезать. Но так получалось, что это доводилось делать буквально единицы раз. Просто реально единицы. Еще раз повторюсь, что люди, которые со мной работали, относились с большим тактом и вниманием ко мне, и я за это им благодарен. Даже на таком канале, как «Москва-24», со всеми эпитетами, которые ты к нему прилагаешь. Война началась, и твое сотрудничество с «Москвой-24» закончилось. Я просто не вернулся в Россию, не вернулся в прежнюю роль. Ты говоришь, что я не вернулся к работе, потому что я не представляю, как можно рассказывать про архитектуру конструктивистской Москвы или чего-то еще, пока бомбят Мариуполь и другие города Украины. Почему именно война стала поворотной вещью? Потому что до этого, до полномасштабной войны, российская власть тоже много чего делала. Да, и я мог откликаться своими фильмами на это. Оставаясь в рамках истории, я все равно старался делать фильмы так, чтобы они были связаны с сегодняшним днем. Когда началась эпидемия, мы сделали фильм о московской чуме и о чумном бунте. И многие из эпизодов этой истории до боли напоминали мне события, которые разворачивались прямо на моих глазах по введению локдауна и тому, как власть обращалась, в общем, с людьми. И когда мы делали фильм о чуме, там прям много колокольчиков зазвенело. В частности, короче говоря, когда началась чума в Москве, это был 1771 год, то сначала власти отрицали, что вообще какая-то чума есть, что это просто какая-то горячка. Потом эти случаи учащались, и в итоге к лету началась настоящая эпидемия. Власти полностью закрыли город, никаких субсидий никому не выплачивали, были закрыты все лавки, трактиры, кабаки, все, университет, все, присутствие, все было закрыто. Народ начал звереть, и, естественно, власти ввели репрессивные меры, они начали просто сжигать все дома, в которых были люди больные чумой. С людьми? Нет, без людей, но люди должны были сообщить, у нас заболевший или у нас умерший от чумы, и вот наш дом. И ждать, видимо, команду, чтобы она с факелом подошла и все это подожгла. Естественно, люди об этом не сообщали властям, потому что никакой компенсации за дом они бы не получили, и выбрасывали мертвых на дорогу. Но Екатерина подписала указ о неутайке больных и не выбрасывании мертвых. И тем самым ввела вечную каторгу, по-моему, за эти преступления. Короче говоря,
Все дошло до того, что начался чумной бунт, он там по разным причинам и поводам вспыхнул, это тоже довольно любопытно. Вот, но так или иначе, власти довели эту ситуацию до ручки. Ну, конечно, этого не было сделано в Москве. И, конечно, я не говорю, что вот одно и то же. Это вообще самое, по-моему, идиотское, что можно делать. Что-то, а вот тогда, а вот это вот то же самое. Но в целом мы ощущаем, что мы находимся в каком-то фарватере историческом. Короче говоря, у меня была возможность это делать. А что я смогу сделать, когда бомбят Мариуполь? Это трагедия масштаба несопоставимого ни с чем из того, что мы перечислили. Ни с чем. Ни с чем даже, что мы могли бы себе представить. Правильно я понимаю, что просто те вещи, которые происходили до 24 февраля, участие России в том, что происходило на Донбассе, и большое количество политзаключенных, и отравление Навального, и разгоны митингов, и поправки в Конституцию, все это было недостаточным поводом, чтобы с этой властью не сотрудничать. Ну, а все эти события были чудовищны, но они разворачивались одновременно со всеми другими событиями, вокруг которых мы жили и действовали. И наша жизнь была наполнена очень-очень многим и очень многими смыслами. Когда началась война, все мгновенно стало черно-белым, и это стало единственным главным событием, мне кажется, и остается им до сих пор. Ну, это спорный тезис, если вот по этой логике судить. Для большого количества людей, ну, люди живут в Москве, те, кто в политику не вовлечены. Ну, значит, это вот такое мое видение. Эта война, она изменила абсолютно все. Сразу, смотри, я ввожу в курс дела. Я очень люблю кофе, для меня это важнейший напиток, но вот эта вся культура спешлти кофе, какая-то волна. Третья волна. Я вообще не понимаю разницу. Чем это отличается от эспрессо из моей кофемашины или от ближайшего к дому бара? Ну вот ты сказал третьей волны, и тут лежит ответ. Все движение с кофейнями поделилось на 3 волны. Первая — это когда появились кофейни, в которых Троцкий, Фрейд или кто там еще жил в Вене, Адлер, Юнг сидели и разговаривали, значит, о чем-то, спорили, там, били друг друга газетами, но в целом кофе был аккомпанементом для того, чтобы вести беседу. Да. Это была часть такой культурного цемента. Кофейни второй волны появились где-то в 70-е годы, когда кофе стали эстетизировать. Тогда там вышел на арену Starbucks, подобные ему сети, когда стали вешать холщовые мешки на стены, рассыпать кофейные зерна под стеклянный стол, ну, все такое вот. Кофе стал как бы... Появились эти меню, там, какой-то чино, такой-то чино, фраппучино, капучино, ну, все вот эти напитки, что похвально. А третья волна появилась где-то, я думаю, что в конце 80-х, может быть, в 90-е годы, когда в кофе вдруг заметили, что это ягода, и что если проследить путь от плантации до чашки, то в кофе обнаруживается все то богатство, все то разнообразие, какое есть в вине. То есть есть нос, вкус, второй глоток, третий глоток, послевкусие, небо. Все как в винной индустрии. Более того, вот такая система, по которой учится сомелье, она такая же, вот эти вот маленькие пузырьки с запахами, такая же, как у тех, кто учится на профессиональных бариста. И specialty кофе или кофе третьей волны появился, когда люди поняли, что с кофе можно разобраться и нырнуть на такие же глубины, как с вином. И так появились вот эти кофейни, в которых готовят кофе самого высокого грейда, то есть от 87, от 89 баллов, самый дорогой, и такой, за который ты можешь отвечать и понимать, что с ним произошло. Кофе — это супер точная настройка. Важно все. Высота, на которой он вырос, фермер, который собрал, урожай, который в этот год был, какое солнышко светило, какая кофемашина, какая обжарка, кто обжарил, при какой температуре, когда запустили воздух. Все важно. Даже давление сейчас на улице, если дождик. Все Покажи на примере. Вот что мы можем сейчас заказать, чтобы я попробовал понять разницу с тем эспрессо, который луплю каждый день несколько раз в день. Это довольно удивительная кофейня, как я и говорил. И сейчас Вова из Донецка, а украинцы лучшие баристы. Во-первых, есть кофе, с которым Вова участвовал и, кажется, победил на соревновании. Не победил, но участвовал. Это значит, что это, ну, в общем, подобрано так, чтобы это было что-то изумительное. Он стоит довольно дорого. 425 крон. Сколько это евро? 20. Типа 20 евро. За чашку? За чашку эспрессо. И есть Exceptional. Он стоит 685 крон. А сколько это в евро? 27-28 евро. Это же просто как мистер Бист, пробую стейк за 10 тысяч долларов. Не, ужасно, конечно. Посыпано солью. Не, да, вот очень хочется флексануть. Вот хотя бы на этом. Вот просто вот это мой предел. 20.
Кофе за... Еще раз, чашка эспрессо за 27 евро. Да, именно так. Давайте попробуем. Всегда видно, как работает бариста спешлти кофейни, если он хороший, а Вова очень хороший бариста, по его рукам. Они напоминают движение балетного танцора. Когда ни одного лишнего движения, и ты всегда видишь, что это красиво, это хореография. Ну и, конечно, идеальный порядок, всегда весы электронные, в общем... Ощущение, что футбол комментирует человек сейчас, буквально. Чашка прорвалась по левому флангу. Так подают, да? Так мы подаем. Чтобы ты мог, ну, во-первых, сосканировать QR-код, но это... Почитать контекст? Да, читать книгу на эту тему. Но вообще это уже дело десятое. Смотри, ты можешь проследить все. Геша называется 1931, это высота, да? На которой он растет. Нет, это как раз таки, когда нашли гейшу. А, в 931 году. Прикол. Это сорт, который более похож на тот сорт. Самый начальный. Так, то есть 20 евро. Рэйчел Сэмюэл, 20 Адам- евро — это 2 бутылки хорошего вина в Испании и 1 бутылка обалденного вина в Испании. Или одна чашечка. Или 1 глоток кофе. 3. 3? А, 3? Да. Вов, а можно попросить тебя 2 стаканчика воды налить? А рецепторы — это как имбирь в Обязательно. суши? Обязательно надо. Извини, что я такими простолюдинскими сравнениями, надеюсь, ты не Вот против. как всегда вкатывается эта предъява в том, что кофе это всегда... Не, я не так говорю. Кофе — замечательная вещь. Нет, это Мне как бы я так говорю. А. Что я испытываю какое-то презрение к людям, которые что-то не понимают. Я не испытываю вообще. Я испытываю страсть к тому, что я могу тебе показать Я очень что-то это ценю, удивительное и и- новое. То есть никакого... Сейчас. Сначала надо смочить, Смотри, да? Так он же выдыхается, нет? У нас есть время. И попробуй вот так вот резкими движениями от себя перемешать слои. Миксануть, да? Да. Не облизывай ее. Потому что на ней вся гадость осталась. Какая гадость? Ну, то, что сверху, крема. Она горькая, она тебе испортит все на рецепторах. И теперь, Юр, будь счастлив. Теперь нос. Обычно до того, как ты попил кофе, очень сложно унюхать нос. Но это такая вещь, что она сразу тебе начинает что-то сообщать, нашептывать. Теперь давай Майя молчит. разбей это на 3 глотка примерно. Они должны отличаться. Да, Первое, давай. второго, А по второе. размеру? Первый какой? Примерочный такой, чуть-чуть? Нет, 3 одинаковых глотка. 3 одинаково? Не вот это 2 коротких, 3 типа. Все, пошло. Это реально, это так круто. Ты обратил внимание, что здесь есть и чайность, Да. и цветочность одновременно? Как будто вот мы с тобой ходили по саду, там цвела сирень, всякое вот эти, как магнолия, или как это называется, это? Павловия. Ну, чайность я почувствовал. Ты снял с цветочность? языка. Не, это уже слишком. Я бы умничал, если бы говорил. Это- Абрикосик. Абри- Второй глоток. Заметил, как он отличается от первого? Что он интенсивнее, агрессивнее. Да что такое? Почему? Не, Вов, я сейчас разрываюсь между 2 чувствами. Первое, как я благодарен, что ты даришь мне этот опыт и рассказываешь. А во-вторых, что, скажем так, я далеко не все чувствую, о чем ты говоришь. Что? Ты же и только еще и начал. чувствую неловкость Ты же из-за только... этого. А почему неловкость? Я вот с великими винами тоже не умею. Но круто, когда есть кто рассказывает. Да. Что в 3-м глотке будет? Ну, зеленый чай. Зеленый чай и дивный сад, который расцветает прямо вот здесь вот. Это правда похоже на эту весеннюю Прагу, по которой мы сейчас ехали сюда. Ну правда, все цветет во рту. Просто расцветают эти ригровые сады. Я считаю, надо попробовать еще за 27. А чего нам еще остается? Пьем кофе за 27 евро И чашечка. сейчас Володимир воспользуется вот этим холодильником, где хранят замороженный кофе. То есть они берут самые крутые кофейные лоты. Да, кофе — это тоже аукционный товар, он попадает небольшими партиями, лотами. И замораживают их, а потом размораживают и готовят. Это чрезвычайно эгалитарная вещь. Она уравнивает людей, кофе. Понимаешь? Во-первых, люди из каких-то очень продвинутых стран оказываются в одном коллективе, говорят на одном языке с людьми из стран, в которых экономика или там социальное положение не так сильно. Все вот в Западной Европе дико респектуют русским и украинцам за то, как они работают с кофе, потому что это удивительным образом у нас сложилась невероятная кофейная культура в Серьезно, наших а? странах, да. И в Беларуси Примерно тоже. как мастера маникюра.
Нет, что ты смеешься? Да, Мастера да. маникюра из да. России, Я не ожидал Украины и просто. Беларуси, это просто как бразильские ожидал. футболисты. Это просто мануфактура по производству суперспециалистов. Я был в Тегеране. Надеюсь, мои израильские соотечественники оценят по достоинству это признание. И там кофейни выглядят так же, как в Лондоне или в Праге. Это тоже вот такие сверкающие белые помещения, все аккуратно. И люди говорят на том же языке. Они говорят: о, там типа гейша новая пришла из Эфиопии. О, а ты пробовал эту Панаму? Понимаешь, и это, когда это так объединяет людей, любая объединяющая вещь для человечества, это то, чего большая не хватает ценность. человечеству. То, чего очень не хватает. И типа иранец, израильтянин, швед, украинец и русский могут говорить примерно на одном языке, об одном же, и также страстно быть этим увлеченным. Про кофейню, в которую мы с тобой ходили, ты выкладывал рилс у себя в Инстаграме, который разлетелся. Я зашел почитать комментарии. Хочу, чтобы ты несколько прокомментировал. Один из них. Люди от нечего делать усложняют себе жизнь. Так человек резюмировал спешлти кофе и вообще всю движуху вокруг него. И это популярно, это не просто какое-то оскорбление кто-то накинул. Я много раз такое слышал. Когда кто-то видел вот людей, которые так же, как ты, кайфуют и просто источают эйфорию над чашкой эспрессо. Что ты можешь на это ответить? Ну, с одной стороны, мне очень неловко, что за кофе тянется этот шлейф снобизма, высокомерия, вот этого. Мы пьем такой кофе, а вы там... Ты признаешь, что он есть? Я признаю, что этот шлейф тянется, и, может быть, кто-то его пытается втянуть. Я настаиваю на том, что это вообще не должно быть предметом для утверждения чего-то превосходства. Мне кажется, что это просто сложная вещь. Как любая новая и сложная вещь, она вызывает много раздражения, что совершенно нормально. То же самое происходит с искусством, с разными видами современного искусства, со всеми новыми идеями, с новой этикой, да с чем угодно. Все новое, все сложное всегда вызывает противодействие. Все нормально. Наша задача — быть доброжелательными, когда мы это объясняем. Еще один комментарий. Боже, мы жарим гейшу каждую неделю. Никаких проблем. 2,5 фунта за эспрессо. В Шотландии. Такое может быть, что у кого-то гейша может стоить в 6 раз дешевле, чем... Да, но есть там, я плохо в вине разбираюсь, но есть бургундская за там 10 тысяч евро, есть за 1000, а есть, наверное, за 20 евро. И это все бургундское, и оно, наверное, все замечательное, но внутри есть разные градации. Так, пробуем за 27. Сейчас Вова будет выбирать лот. Так, и вот это, это прям вот эксклюзивный товар, да? А ты на каждую банку сейчас вот столько потратишь, да? То есть очень приятно вот так вот это. Ну, серьезно, я прям чувствую, что очень дорого. Я, возможно, сейчас намажусь благополучием. Вот. Ну, серьезно, смотри, как приятно вот эти пупырышки. Я не знаю, ты любил программу «Один день» с Кириллом Набутовым? Но у него был выпуск, по-моему, про то, как медвежат подбирают, как брошенных или каких-то еще лесничие, адаптируют их и потом выпускают со временем. Он с этими лесничими провел время. И там, значит, был какой-то момент, когда они чистили территорию, и он просто подходил к кадру, и надо было вычистить, в том числе, отходы. И он подходил и говорил: уважаемые телезрители, я очень жалею, что камера не передает запах, потому что навозец свежайший. И вот так вот начинал раскидывать. И после этой фразы я начинал через телек чувствовать, как пахнет. И вот сейчас... Вов, навозец свежайший. Запах просто свежайший. Вов, натуральная обработка, поэтому он подбродивший. Да. Ферментация будет подферментированный. Отсюда вот это, то, что я назвал гнильцой, это, конечно, фигура речи, но ты чувствуешь, что он подбродил. Да? Ты чувствуешь, что ты взял такой деревянный ящик, как тот, в котором Чебурашка приехал, так отколупываешь его, и там немножко подбродившие фрукты, которые в каком-то там 55-м году до всякой заморозки прислали тебе из какого-нибудь, как с Ханоя. Такие подбродившие тропические фрукты. Они там слежались и источают аромат нездешних мест. Джунгли. Ты, кстати, слышал гипотезу, что Чебурашка марокканец? Еврей.
марокканец. Еврей. Вот здесь будет ссылка на текст про то, почему Чебурашка, скорее всего, марокканец. Он приплыл в коробке из-под то ли апельсинов, то ли мандаринов, Да, а в то время была торговля у Советского Союза только с Марокко. Израилем уже нет? Только с Марокко, да. Второй глоток чувствуешь, что усиливается манго, усиливаются цитрусовые, цедра апельсина. Да. Не, сейчас прям Правда? просто прям как будто аэрозоль что-то распылили в глотку. Сейчас, в третьем глотке что-то очень важное, я сейчас не могу определить. Суть? Как будто я не могу понять, что это. Какой-то... Все на этом... Что-то замешано на ферментации, но что я не могу... Что это? Что? Ты выпил третий глоток? Не-не-не, я сейчас... Что в третьем глотке здесь? Не могу понять. У меня в третьем глотке попытка понять, в котором часу я усну сегодня. Это к утру будет или пораньше все-таки? Знаешь уральское слово «блудо»? Что это? Это что-то ненадежное, такое стрёмненькое, куда вот... Это какая-то блуда, это не пойду. Это блудо. Сомнительное предприятие. Именно. Это блудо, в которое я тебя втянул. Знаешь, какое у меня ощущение? У меня ощущение, что вот Леонид Парфенов умеет так про вино рассказывать. Вот ты как Парфенов сейчас. Ну, Но от кофе. ну... То есть он и тут на тебя повлиял, но в другую сторону. Мне лестно, да. Но я боюсь, что Леонид Геннадьевич ничего, кроме итальянского эспрессо, не признает. По-моему, его не удалось втянуть в эту блуду. Вот блуду. В отличие от тебя. Ну, спасибо за Все, опыт. ты уже смыл? Тебе, ты нельзя было? захотел распрощаться с этим удивительным послевкусием, которое могло в тебе жить, могло говорить в тебе, могло нашептывать тебе нежности, могло вдохновлять тебя на подвиги. Ты сказал ему «пока» и смыл? Знаешь, что вот одна из вещей, которая мне все очень интересно, но одна из вещей, которая доставляет некоторый дискомфорт, несмотря на максимально не токсичное, а очень благожелательное поведение проводников, я постоянно есть ощущение, что я что-то делаю не так. Здесь, понимаешь? Я? Не-не-не. Я тебя к этому подталкиваю? Не-не, воды выпил уже не по канонам. Ну, Спасибо. спасибо, Юр, это очень что ты интересно. отважно бросился в эту блуду. Ты остался жить в Израиле. Да. Прожил там какое-то время. Ты гражданин Израиля. Я гражданин Израиля и стал им еще до войны. Да. И потом уехал в Лондон. Почему? Почему я уехал из Израиля? Да, почему ты уехал в Лондон? Лондон — это лучший город, в котором я могу жить. Я его обожаю. И я, конечно, всегда о нем как-то думал на периферии сознания. И когда началась война, это стало одной из моих первых и главных кандидатур. В Израиле я попытался прожить 1,5 года. Это замечательная страна. Я очень ее люблю. Считаю своей и называю своей. Но просто мне лучше жить в другом месте. Мне многие вещи там не подходят, и мне нравится жить в большом европейском городе, оставляя за другими право чувствовать себя комфортно и по-домашнему в Израиле. Ты уехал до 7 октября или после? Я уехал до 7 октября, я уехал незадолго до 7 октября, в августе. Безумный факт про твою эмиграцию. В Лондоне ты пересекаешься, даже пьешь пиво с женщиной, которая была твоим учителем. Да, Наталья Михайловна. Учителем английского. Английского, да. Короче говоря, вот мне повезло с несколькими учителями в школе. Это чаще всего был неожиданный предмет. Учительница музыки у меня была совершенно потрясающая, Вера Александровна Большакова. Она вообще научила, мне кажется, заложила многое в то, как вот я рассказываю историю сейчас. Был учитель труда, что обычно, ну, ты понимаешь, а нам повезло, у нас был фантастический учитель Александр Петрович Павлов, который читал нам стихи Фроста о лесе, потому что вот... Потому что рубанок сделан из леса. Да, и древесины, породы древесины и так далее. И вот Наталья Михайловна, тогда она носила фамилию Шерстнева, а теперь Левайн, и она в какой-то момент вышла замуж и уехала в Великобританию, и мы нашлись через социальные сети. И, короче, пошли в оперу вместе, потом выпить пиво, и так мы начали общаться и как бы дружить. Но она была совершенно потрясающий учитель. Она все время нас снабжала чем-то из-под полы. Например, она принесла как-то... время было конец 90-х,
она где-то, видимо, из Англии друзья присылали видеокассеты с фильмами английскими без перевода, и она их давала, и в частности фильм, там, где Стивен Фрай играет Оскара Уайлда, и там много эротических сцен в той жизни сексуальной, в которой жил Оскар Уайлд. И она давала, говорит, только там, никому особенно не рассказывай, но вот, значит, такой фильм про великого английского писателя. И она все время нас снабжала чем-то очень живым про английский язык, про английскую культуру. Я ей ужасно благодарен. Вот, и поэтому как бы с радостью вижусь с ней периодически в Англии. Она давала детям фильмы, где были гей-сцены? И не боялась, что вы этим заразитесь? Видимо, понимала, что заражаются не этим. Я когда такой слушаю, я как бы Екат еще сильнее. Я понимаю, что, может быть, это не типичная история для Еката, но все равно в моем представлении Екат это был не только промышленным городом всегда, но и городом такой мощной интеллигенции тоже. И свободной мысли, и парадоксальной тоже. Город свободных людей. Мне так приятно и радостно, когда ты про это говоришь. И еще наш город все время вмешан в всякие истории. Там Эвана Гершковича арестовали в Екатеринбурге. Конечно, это очень неприятно. И то, что это там случилось, понятно, что никакого отношения это к городу не имеет. Ну, поехал куда-то бы еще, и там, в Воронеже бы его приняли, или в Новосибирске. Ну, короче говоря, мне всегда за Екатеринбург хочется испытывать гордость. И вот, когда люди не из Екатеринбурга говорят то, что ты, мне это так радостно и так расширяет мое сердце. Мы еще у одной церкви. Я тоже сюда тебя притащил, потому что увидел у тебя видос в Инстаграме про то, как, кстати, очень опасно называется, «Вежливые нацисты». Воспитанные, ну, короче, что вежливые люди какие-то на эту тему была. Здесь была радиоточка, нацисты еще были в городе во время Второй мировой войны, они проезжали, и радиоточка соединялась, ну, был провод, в общем, физически присутствовавший, лежавший на дороге, и нацисты, проезжая мимо, подняли его и поехали дальше. Хотя здесь работало радио, которое работало на то, чтобы свергнуть нацистов наконец-то из города. Это был конец Второй мировой войны. Но мне архитектурно это очень интересно. Расскажи, пожалуйста, как вот эта колокольня? Да, ну вообще вот правая половина очень похожа на конструктивистские дома в Москве, на функционалистские дома. Или в Екатеринбурге. Да. У нас таких полно, половина центра ими застроена. И дальше к этому жилому комплексу примыкает то, что ни в каком Свердловске, Москве, не знаю, Иваново нигде не может примыкать. Церковь! И колокольня. При этом посмотри, что получается, если взять те же методы, которыми работали функционалисты. В Чехии конструктивисты... Примыкает дом, ты хотел сказать. К дому примыкает раз и церковь, и колокольня в ней, да. И еще сверху чаша. Ага. Это удивительно, что вот те же методы эстетические, которыми работали все эти архитекторы в Советском Союзе, строили фабрики кухни, строили министерства, строили жилые дома, киностудию Свердловскую, роддом, где я родился, все тоже. Но только они этими же выразительными средствами строят церковь. И вот так она выглядит теперь. И, казалось бы, вся эта архитектура, которая отрицала все, вот эту всю божественную искру, все, во что люди верили до Первой мировой войны, и в чем разочаровались после того, как наубивали 10 миллионов человек, и вдруг этими же методами, вроде бы этими же руками начинает строить церковь и что-то, в общем, призванное к милосердию, к Богу и так далее. Здесь была радиоточка во время уже конца Второй мировой войны. Пражского восстания, да. Расскажи, что это такое Пражское восстание? 5 мая пражане дождались почти конца и решили поднять восстание против нацистов. А Прага еще оккупирована, и здесь нацисты еще продолжают рыпаться. И подпольные организации пражан решают поднять восстание. Они зовут к себе власовцев, которые как бы сражались, русская освободительная армия, на стороне нацистов, но они говорят, типа, давайте, короче... Почему как бы? На стороне нацистов? Да, но, видишь, они сразу же перешли на сторону против Гитлера, и, в общем, тут началось восстание. Вот здесь прямо в этой церкви было оборудование, которое нужно было, чтобы транслировать органные концерты по радио. Техническое. Да, они взяли это оборудование, перекрутили это все в подпольную радиоточку и оттуда вещали во все стороны. На русском языке в сторону Красной Армии, типа, дайте оружие, дайте оружие. Ага. Ну, в общем, понятно, это всегда нужно, когда сила темная вокруг скопилась. К американцам, чтобы тоже помогли им. Но как-то что-то никто не торопился. И когда сюда вошла... Восстание было очень кровавым,
и довольно эффективно, потому что все-таки нацисты дали драпу. Ну а потом сюда вошла советская армия и устроила этим власовцам, конечно, здесь. Не спрашивала, на чьей стороне они воевали последние дни, за кого. Не, их просто убивали в этих госпиталях, где они раненые лежали. И до сих пор на нескольких пражских кладбищах есть могилы власовцев, удивительным образом нетронутые и сохраненные. А как, по-твоему, с ними нужно было поступать? Я не говорю, что Красная Армия делала правильно обязательно, а как нужно было с ними поступать? Блин, это такая сложная тема, я в ней так плохо понимаю про этих ребят, власовцев, но... Но генерально Мне есть? кажется, очевидно одно, что во время Второй мировой войны, особенно в последние ее годы, не было такого, что вот какие-то люди делали какой-то моральный выбор только потому, что они были хорошие и воевали за Красную Армию, а потом бум, и что-то на их сердце тяжелое упало, и они пошли и начали за нацистов воевать. Это был сложный выбор, не всегда обусловленный, далеко не всегда обусловленный тем, что люди выбирали, где послаще и где посытее. Нет, там это было комплексом причин. Ну, конечно, они были... Историю-то пишут победители, и, конечно, потом советское правосудие устроило им кровавую баню. Но выбор этих людей был далеко не всегда очевиден. Я знаю, что сейчас уже на этих словах пишутся комментарии. С этим, как с любыми такими вещами, ну, человек же не просто А или Б. Он неисчерпаем, и его моральный выбор зачастую очень-очень сложный. Например, есть выдающийся, на мой взгляд, выдающийся роман Николая Кононова «Восстание», о восстании в Норильском лагере в 1954 году. И главный его герой, он действительно немножко побыл в такой вот как-то коллаборационистской армии. Но когда ты знакомишься с сюжетом этого романа, этот человек был, по сути, инициатором Норильского восстания, когда в ГУЛАГе восстание подняли против МГБ, то ты понимаешь, из чего состоял его выбор. И этот выбор был совершенно не для того, чтобы буду убивать своих. Нет, это сложно устроенная вещь. Николай Кононов, наш бывший коллега, сейчас писатель, и эта книга написана совсем недавно, 3, 4, 5 лет назад. Где-то года 4, мне кажется, до эпидемии. Тебе понравилось? Я считаю, что это просто потрясающий роман и какое-то вообще новое слово в литературе. Но он на реальных событиях основан. Абсолютно. Это документальный роман. Коле удалось получить ряд документов, которые окружают судьбу его героя, и по этим документам воссоздать его жизнь так, как он бы ее увидел, но там очень-очень... Почти все там основано на документах, и почти все правда. Сейчас ты в первую очередь известен как производитель короткого контента. В первую очередь это рилсы в Инстаграме, где ты интересно и коротко рассказываешь про все, что угодно. И про где угодно. Когда ты решил к этому формату перейти? Блин, мне столько раз говорили, типа, начни записывать простые видео в Инсте, хотя бы снимать что-нибудь для ТикТока. А я человек, вскорбленный большой этой медведицей под названием телевидение. Я не понимал, как можно, не сесть, поставить 5 штативов, 4 осветительных прибора. Не начать снимать так, как деда велели. И в какой-то момент, год назад, в тот момент, когда сейчас мы с тобой разговариваем, года еще не прошло с тех пор, как я запустил всю эту канитель с маленькими видео, с рилсами. Я ехал в тур с лекциями в Европу из Израиля. И чего-то там надо было, чтобы билеты продавались лучше, как часто бывает в турах с лекциями. И я записал просто видео в Инстаграм, и оно вдруг начало мне приносить новых подписчиков. И я даже не знал, что так это работает. Я довольно отстал. А про что видос был? Типа, вот я еду в тур, а там будет то, и это, тра-та-та, ля-ля-ля, приходите в такой-то город, и в такой-то город, и в такой-то город. И все. И это как-то потихонечку пошло. Я подумал, а что если запишу еще какое-то видео в поддержку тура? Приехал в первый город, это был Берлин. А лекция была об истории русской миграции как раз. И я знал до этого, несколько лет назад, я зашел случайно в одну кебабную и познакомился там, разговорился с ее владельцем, и выяснилось, что он прекрасно знает русский язык. Он турок, который учился в Литинституте в конце 80-х годов в Москве и писал там какой-то диплом по Льву Толстому. И я помнил, что есть такая штука, что есть такая кебабная, и там есть этот турок. Прошу прощения, я просто забыл, как его зовут. Мне неловко, но забыл. И я решил, вот история про иммиграцию и про русский язык, и про русскую литературу. Дай-ка я к нему заеду и запишу с ним видео. И оно залетело. Оно вот из моего крохотного Инстаграма набрало 300, кажется, тысяч просмотров. Потом я придумал еще какое-то видео, тоже в поддержку лекции, и на этот раз записал его в Кёльне. Оно было про Герхарда Рихтера, замечательного немецкого художника, он до сих пор жив. Он когда-то бежал из Восточной Германии в Западную, тоже был вынужденным иммигрантом и превратился в потрясающего, одного из главных в мире абстрактных художников. Он сделал витражи для Кёльнского собора.
такие тоже в абстрактной манере. Я записал видео про него, оно набрало 500 тысяч просмотров. Мне вот помог этот случай. Если бы я не почувствовал мгновенно этого толчка, я не знаю, что было бы дальше. Но мне это так понравилось и так меня завело, что я решил пробовать и, в общем, взялся за это действительно абсолютно кустарным способом, обучился какому-то элементарному монтажу и начал монтировать эти видео. И так все пошло-поехало. Почему ты вип-сауна? Ты знаешь, что я никогда не отвечаю на этот вопрос. Но я подумал, что когда, как не здесь, рассказать, почему я вип-сауна. Я польщен. Мне вот не проходит ни одного дня, чтобы меня не спросили, почему я вип-сауна. Обрати внимание, я не спросил ни разу за те дни, что мы здесь. Я так просто готовился к тому, чтобы задать этот вопрос сейчас. Но я подумал, что это надо сделать хотя бы один раз. Поскольку вип-сауна сразу ассоциируется с разного рода услугами. Очень неудобно искать тебя в Гугле. Да, ты мгновенно находишь еще массу интересных вещей, контактов, друзей, лиц, не лиц, всего. Короче говоря, на самом деле, вообще я просто подсмотрел это на чем-то в Wi-Fi. Может быть, это был Wi-Fi реально вип-сауны, которая как бы занимается по профилю услугами. Но мне так... В какой-то момент я просто задумался, что это же воплощение того языка абсурда, который зачастую нас окружает. Ну как может быть сауна и вип? Вип, там место в самолете может быть, да, или вип-терминал в аэропорту. Но сауна, блин, это сауна, это баня. Как у нее может быть приставка VIP? Я как-то так крутил в голове, что это так смешно и так парадоксально, и на это способен русский язык именно вот в контексте современной России, что я вот просто назвал так инстик. А когда это случилось? Ой, при царе Горохе еще там, не знаю, в 2000, может быть, 12 или 11 году. Ну, короче, давно. Телеведущий в классическом костюме, в очках и рассказывающий про архитектуру Москвы имел тогда Инстаграм вип-сауна. Ну да, я его практически не... Это было время такое... Звучало, для кому-то могло показаться, что как будто диверсифицируешь бизнесы в тот момент. Вот-вот. Ради этого все и заводилось, что так можно было шутить. И потом я увидел реакцию людей, что, оказывается, это всем нравится, и это кажется удачным ником. И я понял, что, видимо, наше восприятие этого слова рифмуется, потому что всем кажется это смешным и прикольным. Вот. Но я это первый раз реально рассказываю. Мне кажется, что в слове вип-сауна есть какие-то отголоски, не знаю, какой-то великой литературы 20-х годов, авангардной, какого-то абориу. Чем-то дышит это слово. Или, не знаю, московских концептуалистов. Из этого слова дышит таким абсурдом, что это даже приобретает какой-то дополнительный смысл. Давай еще раз обратим внимание. Дом, жилой дом, находится прям в стену к церкви. Она действующая или нет? Она абсолютно действующая, она очень крутая. Внутри там есть такая то ли мозаика, то ли фреска, изображающая нацистскую Германию, которая сжирает Чехословакию. Да, я видел у тебя в Инстаграме. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что вот там идет бытовая жизнь со всеми ее деталями, а прямо за стеной идет служба? Да, и причастие какое-нибудь, или какое-нибудь таинство еще. Мне кажется, что это здорово и элегантно, и как... Это одна и та же жизнь не противоречит другой и не мешает ей. И не изгоняет горячим крестом. Ну да, когда вот церковь лишается такой сакральности, в этом что-то есть. Ну, то есть, когда это более чем-то обыденным становится. Мне это напомнило, я был самый-самый-самый край Московской области, Коломенский район, на границе уже с Рязанской областью. Я забыл название населенного пункта, туда на пароме надо переплывать через реку. И там есть футбольное поле, одно из самых необычных футбольных полей России, потому что там церковь, православный храм, и прямо вот зданием, которое переходит в эту церковь, раздевалка этого футбольного поля. И там потные мужики, которые играют в любительской лиге, переодеваются, готовятся, настраиваются на игру, выходят, и фактически в церковном дворе там происходит футбол. Это очень необычно, очень... В общем, это классно. Когда Уралмаш, так раньше назывался наш футбольный клуб из Екатеринбурга «Урал», играл на центральном стадионе до его реконструкции, до того, как он стал одним из стадионов чемпионата мира, там рядом есть старинный кафедральный собор екатеринбургский. И поскольку народу приходило немного посмотреть вторую лигу, первую, даже высшую лигу не очень много приходило смотреть в 90-е, то били колокола в этом соборе, и кто-нибудь, чей-то голос с трибуны кричал: «Мужики, попы дают сигнал к атаке!» И Вова в одном из своих интервью прошел тест на болельщика Уралмаша настоящего, потому что он вспомнил знаменитый заряд, который есть у болельщиков Урала против Садовика.
Ты знаешь... точно, я же где-то... Ты помнишь? Ты помнишь этот заряд? Я помню, это расскажи. как... Ну вот на Урале, в уральском языке все парадоксально, всегда сочетание несочетаемого. И главное, кричалка Уралмаша звучит как... Не понимаешь, что... Родился парнишка, мутант и алкаш. И первое слово сказал. Уралмаш! Мутант и алкаш. Можешь себе представить это? Вот. А вторая история... Ролевая модель. А вторая история... Значит, во вторую лигу, когда мы играли во второй лиге, где-то в начале нулевых, у нас... вторая лига в России делится по зонам. Сибирь, Урал, центр и так далее. И мы играли, естественно, Урал. И нашим главным По географическим зонам. По географическим зонам. И нашим главным врагом был Содовик из Стерлитамака. Садовик. Но... Содовиком? Да. Окей, я называл Садовик, окей. Сода, Стерлитамак, Кстати, да. да, короче, там башкирский большой город содовый Стерлитамак, да. Там содовый комбинат, и называется тоже довольно так библейский Содовик. И это был наш главный враг. Мы все время сражались за первое и второе место, и, по-моему, кто-то даже как-то из них, из этих двух наших команд замечательных, занимал первое место и не попадал в первую лигу, потому что не было денег на взносы. Короче говоря, это был наш лютый враг. И кричалка была такая, одна половина стадиона кричит: Уралмаш в первую лигу войдет? другая отвечает: Войдет. снова заряд. Содовик с собой возьмет? Возьмет. Дальше. И куда его денет? И весь стадион: Нахуй наденет. Я про футбольный клуб, правда, я, видишь, называл всю свою жизнь Садовик. Возможно, я неправильно жил все это время, и я каюсь. Не уложилось бы в размер. Я каюсь, да, там этот ямп на Харею наткнулся бы, напоролся. Но у меня самая смешная история про это, что когда я работал в журнале «Про спорт», и кто-то из девушек, которые работали не журналистками, а там то ли в отделе ответсеков, которые занимались оформлением, журнальные полосы, их надо оформлять, все остальное. Предыдущие, пара эпох назад, медийных. Вот. И кто-то из девушек, которые работали в журнале и не следили за футболом, они перепутали, и они назвали футбольный клуб, они назвали не ФК «Садовик», а ФК «Садомит». Вот, я говорю, библейски звучит. Расскажи про пражскую весну в формате одного абзаца для тех, кто никогда про нее не слышал или очень мало про нее знает. В 1967 году в одной из пражских общак, по-моему, на философском факультете Карлова университета, отключили электричество. Студенты вышли на демонстрацию с лозунгом «Дайте света». В местной госбезопасности поняли эти слова метафорически и разогнали эту демонстрацию довольно жестоко. Это был такой первый сигнал. Но на самом деле тут зрели к этому времени перемены, и они начали подступать в начале 1968 года, когда сменилось руководство Чехословакии. И к власти пришли те, чьи имена связывались с реформами. И эти реформы начались. Здесь начали строить то, что руководитель этих реформ Александр Дубчик называл социализмом с человеческим лицом. Но, по сути, это был социализм плюс гласность и немного перестройки. То, что наша страна начнет переживать 20 лет спустя. Здесь, скажем так, расширили гражданские свободы, здесь серьезно добавили свободы слова, и процесс пошел. Этот процесс здесь стали называть «Пражская весна». Стало понятно, что страна дрейфует куда-то в сторону действительно человеческого лица и гражданских свобод, и это очень не понравилось руководству Советского Союза, которое считало Чехословакию своим сателлитом. Они пытались проводить переговоры и пытались, скажем так, они назвали это образумить своих чешских коллег, проводили несколько раундов переговоров Дубчика с Брежневым, Дубчика с другими советскими руководителями. И когда аргументы были исчерпаны, то Советский Союз просто ввел сюда танки, оккупировал фактически военным образом страну, вывез Дубчика и всю тогдашнюю верхушку Чехословакии в Москву насильно и заставили подписать Московскую декларацию, кажется, документ назывался, или Московский протокол о том, что они приостанавливают реформы. Ну и Дубчика, естественно, подвинули сразу после этого. Вот краткая история Пражской весны, которая повлияла невероятным образом на всю Чехословакию и на всех чехов и словаков внутри страны. Это правда, что 500 тысяч человек советской армии вошло сюда? Да, по-моему, 300 тысяч человек, но я точно не помню. Короче, там количество... Я плохо разбираюсь в этих военных штуках, но количество танков реально равно числу там 3 или 4 дивизий. То есть это что-то невероятное. И вошли не только советские танки, к сожалению, а еще болгарские, немецкие и, кажется, польские. Ну, ГДРовские. Угу.
В Москве на Красную площадь вышло 7 человек бесстрашных людей, которые выступили против. И они вошли в историю как 7 причин, почему мы не можем ненавидеть русских. Да. Вацлав Гавел так сказал потом про них. Ты был знаком с кем-то из них? К сожалению, нет. По-моему, в живых остаются, я боюсь соврать, 1 или 2 человека из этой 7. Вообще их было 8, и одной девушке там был 21 год. И позже они как-то так договорились, что они все скажут, что она случайно мимо проходила, и она тоже это сказала, и ее отпустили. И осталось только 7 человек. Нет, я, к сожалению, ни с кем не был знаком, но как-то читал большую книгу о них, она называется «Полдень». Вышла она, кажется, в новом издательстве. Это замечательная книга, которая, собственно, документирует все воспоминания и все стенограммы суда, которые чрезвычайно нам что-то напоминают. После Пражской весны несколько сотен тысяч чехов эмигрировали, они уехали отсюда. То есть это было реально сделать. Да, видишь, все-таки все репрессии здесь, все, что там происходило, все было ужасно. Но все это, конечно, отставало от старших братьев. Старшие братья. Ну, от старших братьев по советскому тоталитаризму. То есть можно было выезжать людям, да? Ну, некоторые сбегали. Я как-то разговаривал в Амстердаме с чуваком, который держал бар. И я говорю, вы откуда? Он говорит, я чех. Я говорю, а как вы сюда попали? Он говорит, с 5 кронами и с советским танком у меня на жопе. То есть, видимо, он как-то переходил границу малолегально. Но в целом, да, как-то дали уехать тем, кто... Короче говоря, опять же, как во время сейчас украинской войны, дали уехать тем, кто просто хотел сделать, чтобы они тут не мешались. Это мемориал Яну Палаху и Яну Зайцу. 2 молодым людям, которые после крушения Пражской весны, после ввода танков в Чехословакию, через полгода после этого сожгли себя. Первым это сделал Ян Палах. Он облил себя бензином и сжег себя прямо здесь, на Вацлавской площади, перед Национальным музеем. Конечно же, это было протестно против ввода танков в Чехословакию. И, конечно же, это было последним жестом отчаяния, потому что больше ему нечего было противопоставить советским танкам и сменившейся в Чехословакии власти. И, конечно же, чехословацкие власти и под дудку КГБ пытались представить это каким-то экзерсисом сумасшедшего. И, конечно же, то, как рьяно они хотели это сделать, указывало на то, насколько важным был поступок Палаха для чехословаков и насколько важным был этот акт для тех, для кого ввод танков стал трагедией. Ян Палах был студентом, ему было 18 с небольшим лет. Он облился бензином, здесь поджег, умер через 3 дня в больнице. Его имя и его поступок стали символами, более того, факел, который он зажег в буквальном смысле, стал для чехов светом свободы на многие-многие годы вперед. Конечно же, имя Палаха теперь носят площади, улицы по всей Чехии. И, конечно же, его имя осталось навсегда в стихах, в кино, в поэмах, в книгах, везде. И, кстати, в русских стихах тоже. У Всеволода Некрасова было, помните? Когда прошло 20 лет после самосожжения Палаха, здесь, в Праге, был большой митинг чешской интеллигенции и студентов в память о нем. И на нем арестовали какое-то большое количество народу, несколько сотен человек, в том числе будущего президента Чехии Вацлава Гавела. Он попал в тюрьму. Ну, вот таким образом эти мемориальные события в память о Палахе подхлестнули события бархатной революции, и скоро советская власть здесь закончилась. Вот. А второй человек, Ян Заяц, был последователем Палаха. Он называл Палаха факелом номер 1, а себя факелом номер 2. И там вот есть подъезд, в котором он облил себя бензином и хотел поджечь и выбежать таким образом горящим на улицу, но ему это сделать не удалось, он сгорел прямо в подъезде. И, конечно, власти сделали все, чтобы представить это как несчастный случай, короче говоря, это скрыть. И это у них тоже не получилось, потому что на его похоронах, на похоронах Зайца в его небольшом маленьком чешском городке собралось то ли 6, то ли 8 тысяч человек, и это, конечно же, превратилось в большую политическую демонстрацию, так же, как и похороны Яна Палаха. Расскажи в формате одного абзаца про бархатную революцию тем, кто либо не знает про нее, либо очень мало слышал. Удивительным образом вообще все в этом городе взаимосвязано, и все вот так вот пересекается. И события бархатной революции 89 года связаны с Пражской весной 68-го. Потому что в 88 году в Советском Союзе уже там бушевала оттепель, в Советском Союзе уже давно бушевала перестройка. Здесь решили провести большую демонстрацию в память о событиях 68 года. 20 лет прошло в августе. И, в общем, естественно, демонстрацию разогнали. Потом в январе 89 года чешская интеллигенция и студенты решили провести демонстрацию в память о Яне Палахе, том студенте, который сжег себя
в знак протеста против советских войск. И эту демонстрацию тоже разогнали, но процесс-то уже шел, и за этот 89-й год все эта энергия и мощь накапливались, и в итоге все это вылилось в ноябрьские и декабрьские огромные, просто колоссальные студенческие демонстрации на Вацлавской площади. И противопоставить им уже было нечего. И руководство ЧССР шло на попятную, потом кто-то ушел в отставку, потом еще кто-то, потом в полном составе вся эта камарилья ушла в отставку, потом все политбюро ушло в отставку, и, в общем, они выбрали себе новое руководство и вернули того самого Дубчика, которого возили в Москву на военном самолете подписывать, что ему там скажут. А Дубчик все это время в Москве сидел? Дубчик все это время нет, он был здесь, и его там определили руководить каким-то лесничеством. Ну, на какую-то такую умеренную должность. Вацлав Гавел стал символом демократизации Чехословакии. Вацлав Гавел, по сути, вообще авангардный драматург. Вообще Чехословакии и Чехии везло на президентов. У них был Томаш Масарик, философ и мыслитель, который стал первым президентом Чехословакии. Тот, который давал приют русским иммигрантам. Который давал приют русским иммигрантам и который ездил к Толстому. А через много-много лет Вацлав Гавел, авангардный драматург, поэт и писатель, стал первым президентом Чехословакии. Очень гуманитарно-центричная нация. Каким-то образом так вот все это сходится, да. Почему-то они выбирают себе интеллигентных президентов. Тогда, по крайней мере. О да, а сейчас же у них вояка. Сейчас генерал, да. Да. Здесь был памятник Сталину. Самый, кажется, большой в Европе. Прям Сталин, смотревший на город. 30 метров, что ли, что-то несусветное. Причем, знаешь, когда его поставили? В 55-м году, через 2 года после того, как он окочурился. Короче, этот Сталин гигантский, которого здесь мастылили, кажется, 500 дней. Ну, короче, адскую уйму сил, камня, всего потратили. Он простоял 7 лет. Слушай, а его начали ставить, когда он, видимо, еще был жив? Он был делать? в 49-м году объявили конкурс. Все, значит, все чешские скульпторы совершили подношения. И выиграл скульптор, я, честно говоря, не помню его фамилию, то ли швец, то ли жнец его фамилия. Он был очень хорошим авангардным скульптором в 30-е годы. Ну, есть такой мотоциклист в вираже, такая знаменитая скульптура. Но вот черт его дернул вылепить этого Сталина. И это была абсолютно сатанинская композиция. Значит, Сталин, и вокруг него такие идут советские люди, советско-чешские люди. Какие-то там доярка, колхозник, ца или колхозник, рабочий, солдат, в общем, это все очередь за мясом называлось, актуально по тем временам. И, значит, все это завершал это шествие, видимо, первый был в очередь за мясом человеческим, Джозеф. И все это здесь поставили, это было абсолютно несусветного размера хреновина. Представляешь, она вот здесь на холме, с видом на Прагу, он на нее смотрел этим таким победителем. По-хозяйски. По-хозяйски, очень. Короче, это была жуткая вещь. Этот скульптор за несколько дней до открытия памятника, когда он увидел, что он вообще сделал, насколько это абсолютно сатанинская хрень, он покончил с собой. Подожди, прям есть объяснение, что не какие-то другие жизненные обстоятельства, а именно... Честно говоря, я не знаю, в таких случаях всегда, но как-то уж слишком много совпадений, представляешь? От марта 1953 года прошло еще 2 года. 2 года уже как Сталин, и тут скульптор кончает с собой за несколько дней до открытия самого главного монумента в своей жизни. Никто из нас не должен решать за него, почему это сделал, но выглядит все как сеттинг для такого фильма с понятным исходом. Сколько он простоял? 7 лет. И в 1962 году, в начале 60-х началась десталинизация. В 1961, кажется, году, значит, его вынесли из мавзолея. И начали там переименовывать Сталинград в Волгоград, сносить все памятники в Советском Союзе. И тут прожанам тоже сказали, сносите. А он 30 метров. Куда ты это денешь? Короче, они потратили тонну тротила, почти тонну тротила, чтобы его взорвать. Тонну тротила, чтобы взорвать, значит, это идолище. И, короче, его не стало. И дальше они начали думать, а что сюда поставить? Ну, сложно чем-то заместить 15-метрового диктатора. Все что-то было не то, не это. Тут сначала было заброшено, потом там какую-то овощебазу открыли, там такие двери есть под этим памятником. В общем, что-то было ни шатка, ни валка. Пока в 91 году все уже, советская власть пала здесь. Все это. И, значит, здесь провели к столетию Экспо. Здесь когда-то была Экспо в конце 19 века, всемирная выставка. Так вот, к столетию этой выставки здесь провели чехословацкую выставку большую. И что-то там столетийное производство, я не знаю, что там это все экспонировало, сделали такой огромный метроном. Я не знаю, почему он, кстати, не ходит. И этот метроном такие,
а давай-ка это. И поставили прямо посреди этого Сталина. Посреди этого постамента. Когда у Майкла Джексона был большой тур мировой, видимо, затрагивающий страны бывшего Варшавского договора, то здесь стояла большая статуя Майкла Джексона как часть промо-компании. Пластиковая. Да. Ну, из чего-то, может, не пластикового, чего-то временного, да. Ее тоже убрали. А теперь здесь просто тусит молодежь, просто приходит сюда обниматься, просто пьет пиво и катается на скейте. По-моему, это лучшая просто образцовая работа с памятью. Ничего специального, никаких, значит, траурных этих поз, в которых все должны замирать. А просто вот все. Этого диктатора больше нет. You will disappear, говорит ему Прага, и просто катается здесь на скейтах. Жизнь побеждает. Мне кажется, да, всюду жизнь. Но, справедливости ради, ты говоришь, ничего искусственного, но прямо за горой, и мы это поняли, не просто за горой, вот внизу, на склоне, висит плакат с Вацлавом Гавелом, символом демократизации Чехословакии. Это реклама какого-то фильма про него. Он называется «Здесь Гавел». Типа Гавел слушает что-то, что Гавел мог, видимо, отвечать по телефону, может, в те самые дни бархатной революции. Вот, а вообще, неважно, что это реклама фильма, большой портрет Вацлава Гавела В том месте, где был Сталин. на том месте, где был Сталин. Мне кажется, что все это в совокупности реально образцовая работа с памятью, такой, какая она должна быть на посттоталитарном пространстве. Раз у нас много про архитектуру, назови одно самое необычное и, может быть, не очень известное здание в мире и в России. Ага. Самое крутое и одновременно доступное архитектурное сооружение в России — это гараж Константина Мельникова на Авиамоторной. Это такая желтая штука с фарой светящейся. Дангауром. Просто как глаз, да? Прикинь. Хотя это прям фонарик велосипедный. Что самое крутое, это гараж бывший, и там до сих пор автомастерские. То есть там написано «развал, схождение», тырым-пырым, и все это вот в таких фантастических декорациях. В мире дом первого президента Израиля Хаима Вейцмана, Вайцман по-английски, в городе Реховод, его построил выдающийся немецкий архитектор Эрих Мендельсон, который при нацистах со своей фамилией Мендельсон не очень там мог ужиться, и поехал в разные страны. В частности, он жил и в Лондоне тоже, и несколько лет провел в Палестине. Это просто дом. Это дом первого президента, но удивительно, как в этой стране, в нашей, в Израиле, был у людей, которые ее основывали, невероятным образом развит вкус, какими они высокими запросами эстетическими обладали. Как это изменилось? В худшую сторону. Боюсь, что да. В твоем ролике про Тель-Авив ты в целом вполне конкретно это показываешь. Не все это, как ни странно, поняли. Да? Да. Ну, там есть момент, как ты показываешь, что вот это офисное здание очень интересное, с такими вот вываливающимися зубчиками, или как это назвать. И это строил архитектор-отец, а планировал, что там будет еще колос такой. И это уже достраивал архитектор-сын. И там уже эти такой Дубай. Там прям так... Да какой Дубай? Это просто Дубай ультраэконом-класса с сайдингом по стороне. Да. Вот. Скажу так, чтобы никого не обижать, это как вот в Екатеринбурге строят в последние 20 лет. Отвратительно. Ты сказал, что ты пожил в Израиле, а потом поехал дальше. Вопрос. Как государство Израиль реагирует на то, что сейчас большое количество репатриантов приехало только за паспортом, а жить в Израиле не собирается? Ой, оно ерепенится, артачится и хорохорится на эту тему. Ну, там есть свои загоны на тему того, что вот, приехали за паспортом, а потом уезжают, и ничего. Но мне кажется, что закон об Алие, о репатриации, написан таким образом, что он каждому еврею в мире предоставляет возможность стать гражданином государства Израиль. Значит, каждый еврей в мире может им воспользоваться. Как только он становится гражданином государства Израиль, на мой взгляд, он получает равные права со всеми остальными гражданами. Иначе быть не может. Мы все граждане одной страны, мы все должны быть равны в правах. Было бы странно, если бы было иначе. Ну и там начинаются всякие подкопы под людей, которые действительно приехали за паспорт, действительно уехали. И, конечно, я понимаю, чем они могут вызвать раздражение, тем, что они не хотят там оставаться и начинать строить новую жизнь именно в Израиле, вместе в еврейском обществе, со своими братьями по, не знаю, вере или крови. Но, мне кажется, это их суверенное право. Мы должны мириться иногда с тем, что нам не нравится. Объясните тем, кто не понимает, чем война России в Украине отличается от войны Израиля в Газе? Всем. Тем, что на Израиль жестоко напали и устроили там
кровавую резню с адскими пытками, убийствами, снятыми на видео в крайне циничной форме. И эта атака не имела под собой никаких других причин, кроме как устроить кровавую баню и ужас жителям этой страны. В ответ на это израильская армия начала военные действия против того региона, из которого была направлена эта атака. Руководство этого региона поддержало эту атаку, и более того, оно ее инициировало. Это руководство представляет собой движение «Хамас», которое ставит своей целью уничтожение нашей страны, Израиля. Поэтому Израиль должен устранить эту угрозу, иначе как израильтяне будут спать спокойно по ночам. Как ты оценишь методы, которыми Израиль устраняет эту угрозу? Я тоже читаю много на эту тему. Я думаю, что нет таких военных методов, про которые мы скажем «во». Прям вообще класс. Конечно, это всегда ужас и, конечно, всегда гибель мирного населения. Я понимаю прекрасно, что сейчас наши зрители скажут цифру, например, там, 33 тысячи погибших мирных жителей в Газе. И, конечно, они вольны говорить эту цифру или любую другую. Но надо каждый раз отдавать себе отчет, что каждый раз, говоря о людях, которые погибли в Газе, которым я глубоко сострадаю, искренне, от всего сердца, мы, когда говорим о цифрах, больших или малых, мы всегда опираемся на ту статистику, которая предоставлена нам террористической организацией. Насколько у нас есть основания верить этим цифрам или этим подсчетам? Я думаю, что Цифра про 32 653 человека — это все-таки данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов. да, конечно, но как оно собирает эти данные? Оно получает От Хамаса его получает? Конечно, от Хамас. И я читал тексты, которые, мне кажется, тоже имеют право на существование и на рассмотрение, которые анализируют, как Хамас выкладывает эту статистику. Она растет по такой кривой, которая прочерчена буквально по линеечке. И еще раз, я не хочу своими словами меньше всего, я хочу обесценить жизнь или гибель хотя бы одного единственного человека. Мы понимаем, что каждая жизнь бесценна. Но вместе с тем, когда мы говорим, что Израиль делает это, Израиль делает то, мы говорим все-таки с позиции каких-то общих данных. И вот эти общие данные, они для меня остаются под огромным вопросом. Вместе с тем, я прекрасно понимаю, что нынешний Израиль возглавлен человеком, который объединился с самыми темными, с самыми правыми и националистическими силами в нашей стране из политических соображений, из соображений собственной политической безопасности. И, конечно, мы можем ожидать чего угодно от такого руководства. И, конечно, в их интересах, чтобы война шла. Но надо также отдавать себе отчет, что израильское общество — это не просто как кто-то, кто говорит, что ему скажут, или верит тому, что ему скажут. Это все-таки довольно сложный организм, который, как мы знаем, накануне этой войны заставил серьезно поколебаться правительство Израиля, которое собралось определенным образом ограничить гражданские свободы в стране. И именно выходом на улицу, воздействием на правительство. И мне кажется, эти механизмы до сих пор сохраняются, эти механизмы до сих пор эффективны, и мы не можем говорить об Израиле как вот только о кучке негодяев, которые его возглавляют. Мы говорим об Израиле как о демократической стране, которая, в общем, имеет довольно сложную структуру и сложные механизмы сдержек и противовесов. Еще раз, я прекрасно понимаю, что я вот ровно после этих слов услышу свой адрес, ровно после этих слов. Я слышу это каждый день получаю в огромных количествах. И я бы хотел еще раз сказать, что я глубоко сочувствую народу Палестины, который абсолютно не заслужил такой себе судьбы. Абсолютно не заслужил. И не заслужил себе такого правительства. И не заслужил того, что пришло вслед за ним. Давай зафиксируем. 7 октября — ужасная, чудовищная атака. Нет прощения. Все те, кто это устроил, должны быть наказаны, вне всяких сомнений. Вот как это видит мир? Как это видит мир? Есть дикари,
И убийцы, которые пришли на соседнюю землю и стали убивать людей, ни в чем не повинных. Есть государство, которое стало их наказывать. Но большое количество информации, которое приходит не только от Хамас, но и от нейтральных наблюдателей, в том числе журналистов, которые не замешаны в симпатиях к Хамасу, говорят о том, что методы ликвидации и наказания вот этих вот негодяев, они очень жестокие. И большое количество мирных людей или случайных людей гибнет. И где-то грань, когда государство демократичное, современное, вызывающее у многих уважение, само не превращается в злодея и негодяя, когда оно все это делает. Где та грань? Как это понять? Во-первых, прости за эту формулировку, но из такой ситуации, которая настала вечером 7 октября или утром 8 октября, вообще не существует красивого выхода. Его невозможно себе представить. Нельзя сделать так, чтобы все эти негодяи просто как бы задохнулись и все. Вот его нету. Мы знаем, что Газа испещрена тоннелями, которыми террористы обеспечивают свою деятельность, и мы знаем, что огневые точки находятся в больницах и в местах, где живут мирные люди. Невозможно это отрицать, невозможно этого не видеть. Этому огромное количество свидетельств, видео, кино, репортеры и так далее. Я не представляю, как израильская армия может справиться с Хамас. Другой вопрос, что я абсолютно уверен, что эта война, как и любая другая, несет за собой большое количество военных преступлений. Абсолютно убежден. С обеих сторон. Так не бывает просто. Не бывает никаких ангелов в белых одеждах с карающим мечом. Израильский, вот в твоем представлении, израильский про террористов все понятно, они преступники. А израильский военный или израильский генерал, который убивает мирного жителя. Но он же не то, чтобы стрелять в голову мирному жителю. Когда происходит какой-то там ужасная формулировка, сопутствующий ущерб. Да, это просто блевотная бесчеловечная, и про это тоже написано много текстов, от которых волосы шевелятся на голове. Они военные преступники? Смотря как это произошло. Мне кажется, что для этого и существует система контроля. Я, например, вот последний раз я был в Израиле уже во время войны, и я открываю одну из главных национальных газет, называется «Хаарец», и вижу там на первой полосе в израильской газете текст, написанный израильтянином, у него еврейское имя и фамилия. Текст о том, как допрашивали палестинцев, которые там, не помню, то ли они были захвачены в рамках вот этой операции сразу после 7 числа. Короче говоря, там, естественно, были... какие-то палестинцы по подозрению в терроризме или как-то еще попали в руки к израильской полиции и кого-то там, не знаю, раздели. Там были какие-то нарушения в протоколе допросов. Там не то, чтобы никто никому, естественно, не отрезал уши, там, не пытал током, но были какие-то нарушения. И об этом пишет национальная газета. Мне кажется, что общество, которое вот таким образом может само себя тестировать и проверять, оно не защищено от того, что в нем происходили какие-то страшные вещи, но оно имеет возможность исправить эти ошибки. Может ли в Газе выходить газета, в которой будут анализироваться действия Хамас? Этого не может быть. Как сказал Леонид Парфенов как-то в одной из таких же публичных марафонов в поддержку Израиля, никогда не бывает ответа полностью симметричного совершенному преступлению. Если бы это было так, то Красная Армия дошла бы до Бреста, допустим, выгнала бы нацистскую армию туда за ее пределы, и на этом все бы закончилось. Но, конечно, надо было идти до Берлина и уничтожать просто этого зверя. И это было сделано тоже порой чудовищными методами. Мне кажется, что в мире должно прийти осознание того, что Хамас и его нынешнее руководство, люди, с которыми они ассоциированы, от Хизбаллы и других террористических организаций до Владимира Путина, иранского руководства, вот всех вот таких вот персонажей, это наш общий враг, и это угроза нашей общей безопасности, нашего мира, в котором мы существуем. Я понимаю, что для многих
людей, еще раз, я очень не хочу обобщать, но для многих людей из сытых стран, выросших в не первом поколении в благополучии, это кажется не абсолютной ценностью. Я все-таки, как выходец из России, я считаю абсолютной ценностью существования таких стран, как Израиль, и абсолютной ценностью существования того мира, который принято называть, который не принято сейчас называть цивилизованным, но мы все понимаем, какой мир я имею в виду. Мне кажется, что такая организация, как Хамас, напрямую угрожает этому миру и нашему существованию, в котором мы привыкли находить какую-то ценность. Мне просто интересно, что с твоим гуманизмом в этот момент происходит. Когда ты, с одной стороны, видишь, что никто же не спорит, что вот есть как бы злодеи, которых надо уничтожить, иначе они потом снова будут что-то творить. Но просто гибнут люди, которые, в общем, связаны с ними по большей части просто тем, что они живут на этой территории. Я понимаю, я просто не понимаю, что можно сделать. Там заложники наши. Там наши люди. Они остались до сих пор в заложниках у Хамас. Им было объявлено с первого дня, как только вы их отдадите, сразу же военные действия прекратятся. В ту же самую секунду. Этого не происходит. Там наши заложники, там наши люди. Что мы должны делать? Мы никак не должны их вызволять, мы должны вести переговоры, мы ведем их. И каждый раз они доходят до какого-то момента, когда Хамас с них сливается. Я не обеляю руководство Израиля. Оно мне не нравится. Я его не выбирал. Но там наши заложники, там наши люди. Как мы можем сидеть сложа руки? Мы что, будем сидеть и ждать, пока они там сами умрут? Или пока их там изнасилуют до смерти? Что происходит? Нет хорошего, красивого решения. Эта война отвратительна. Но я не понимаю просто, что нам всем делать. Вот что делать Израилю в какой-то момент? Сесть, сложить ручки и ждать чего-то? Я не понимаю. Им в обмен на наших заложников отпустили огромное количество людей, находящихся в израильских тюрьмах. Да, ряд этих людей попали туда, может быть, они считают, что несправедливо, но там были, головорезы. Там была женщина, которая спровоцировала открытый огонь, который там убил или покалечил одного из сотрудников полиции, и сама осталась с обожженным лицом, и она там сидела в этой тюрьме. Ее пришлось отпустить на свободу. И таких людей там куча. И Израиль, мне кажется, все-таки совершает какие-то действия для того, чтобы этот кризис разрешился гуманитарными способами. Но еще раз, я глубоко сострадаю. Это ужасно, то, что происходит. И я очень надеюсь, что когда эта война завершится, то по поводу этого будет какая-то общественная дискуссия. И я рад, что она идет сейчас, даже, может быть, в несимпатичном мне ключе. Но, честное слово, я не понимаю, что нам делать-то? На нас напали и запекали младенцев в духовках. Что нам после этого делать? Уточнение, ты в моих словах видишь какой-то... какие-то жуткие вещи, которые звучат на тех митингах, которые ты снимал, что государство Израиль быть не должно. Ты же этого не слышишь? Юра, я, конечно, не слышу, и я уверен, что ты так не думаешь. Я просто... Понимаешь, для меня эта тема до сих пор живая, и я разволновался. Вот. Да, я поэтому так страстно про это говорю, но я не тыкаю тебя ни во что носом. И не говорю, ты антисемит сидит. Еще один вопрос. Ты комментировал акцию, на которых ты снимал. Твоя цитата. «Европейские акции в поддержку Палестины в своей основе имеют не солидарность с народом Палестины, имеющим полное право на эту солидарность, а поддержку погрома и убийства израильтян боевиками Хамас. Эти акции начались именно 7 октября и в фокусе имеют именно эту дату, в которую мужчины отрезали голову детям». Слушай, я, конечно, не был ни на одной такой акции. Я только увидел их масштаб в тех городах, где я был. Что? Приезжай. Так мне ехать никуда не надо. Город, в котором я живу, вот таким же образом перегорожен. Но тебе не кажется это несправедливым высказыванием? Потому что среди этих людей огромное количество людей, которые выражают именно солидарность с народом Палестины, той частью, которые не террористы, которые просто там живут. Так сложилось. Да, но мне кажется, что там огромное количество хороших людей, очень хороших людей, с очень светлыми и славными мыслями. Правда, я чувствовал на этом митинге себя в абсолютной безопасности. И, в общем, какие бы ни были происхождения люди, европейского, восточного, мы все были способны поддерживать любой диалог, как ты это видел, может, по этому видео. Но, штука в том, что когда случились события 7 октября, я как-то не заметил всех этих людей, также массово выражающих свое негодование или возмущение тем, что тогда произошло.
Я видел несколько чуваков с палестинским флагом, которые ехали по Лондону на велике прямо 7 октября. При этом это были люди европейского происхождения, это неважно. Но это как бы совсем уж как ку-ку. Это не обсуждается. Да. Но мы как-то не досчитались, мне кажется, поддержки в мире после 7 октября. Я ощущаю это. Мы не досчитались поддержки в мире. Все, что мы услышали, это произошло не в вакууме, это не с бухты-барахта, а тут такое, годами палестинский народ. Что, конечно же, так. Палестинский народ не живет, не катается как сыр в масле. Но мне кажется, что эта трагедия забылась очень быстро, и фокус, маятник сместился именно на поддержку палестинского народа. Еще раз, он ее, безусловно, заслуживает, этой поддержки, этой солидарности. Но как-то в разговоре со всеми этими людьми ускользает вот это маленькое незначительное обстоятельство, а именно чудовищным образом убиты 1500 человек в ходе этого рейда. Я думаю, что в этом есть большая доля лицемерия и исследования тренду. Что случилось с фильмом про современник, который вы снимали и который затормозился, когда началась война? Фильм о современнике, который мы снимали, который затормозился, мы сначала его, конечно, всю премьеру отменили, потому что в Россию мы не вернулись, и, в общем, в апреле 2022 года его показывать совсем было бы не с руки. А потом мы решили его показать, и несколько российских платформ согласились его купить, и мы уже были близки к подписанию договора, который уже был утвержден нашими юристами, их юристами, и уже было все. И тут нам сказали: ой, что-то мы посмотрели, и этот Раевский, и, в общем, как-то... И все 3 платформы резко отказались от покупки, и мы понимаем, что фильм, рассказывающий о том, как устроена цензура в несвободной стране, подвергся цензуре в несвободной стране. И, короче говоря, мы пока еще, вот на тот момент, когда мы с тобой разговариваем, не знаем, что с ним делать, но хотим как-то его показать. А для кого вы делали? Мы делали этот фильм, он должен был появиться на 3, по нашему расчету, платформах, и в нескольких кинотеатрах у нас был почти подписан контракт, и на Первом канале. У нас были предварительные договоренности об этом. А как экономика таких фильмов выстроена? То есть, вот, допустим, сколько стоит его снять? Я не помню, но несколько миллионов рублей немало. Несколько, это 5 или 9? В районе 9. Этот фильм снимался к 65-летию театра «Современник». У театра «Современник» был бюджет на то, чтобы сопроводить это 65-летие. Там, в частности, памятник основателям театра планировался на Чистопрудном бульваре. Ну вот и фильм нам предложили сделать. То есть нам изначально предложили сделать что-то о «Современнике», а мы так загорелись этой идеей и вообще идеей того, как несколько свободных людей снизу, без всякой указивки начальства, создают театр, и он становится самым популярным, самым разрывным театром в стране. Они каждый раз раздвигают пределы дозволенного. И мы так загорелись этой идеей. Вот 7 молодых людей, выросших в абсолютно несвободной стране, в сталинском СССР, в 1956 году вдруг получают возможность сделать один спектакль, а потом это все разрастается. Этот спектакль был по пьесе «Вечно живые», из него потом получился фильм «Летят журавли» из этой пьесы, знаменитый. Вот, а потом все это разрастается в грандиозный театр, и каждый раз они пытаются решить для себя важные моральные вопросы. От того, как они вот до сих пор маленькая труппа, и где все равны, и где все решается сообща, становится вдруг большим театром, который никак не может справиться без иерархии, до того, как им быть, когда начальство все время требует от них одного или компромисса, а они хотят большего. И вот, собственно, на этих качелях все там у нас построено. Мы так сгорелись этой идеей, что мы пришли к театру и сказали: давайте сделаем что-нибудь вот, большое. И театр нам пошел в этом навстречу. Платформы за деньги бы закупали это? Платформу бы закупали за деньги, и мы делились бы этой прибылью с театром. То есть в итоге такой фильм выходил бы в плюс? Да, но мы с Машей, с моей женой, мы ничего не заработали на нем. У вас на сайте продакшена написано, что вы в том числе делали фильмы семейные, когда кто-то, просто какая-то обычная семья, хочет заказать фильм про свою семью. И много таких заказчиков было? Нет, был один заказчик, для которого мы сделали 2 фильма. Это совершенно чудесный джентльмен. Я не спрашивал у него разрешения, чтобы называть это имя публично, но как-то мне позвонил один господин и говорит: Владимир... Там... Русскоязычный? Да, русскоязычный, в Москве. И
предложил встретиться. Я как-то по тону понял, что это будет нормальный какой-то разговор. Приехал, встретился, он оказался генеральным директором одной компании западной, их филиала в Москве. И он говорит, вот, там, наговорил всяких хороших слов про наши работы, что они там смотрят разные фильмы, которые мы делаем. И говорит, а вы не могли бы подумать о том, не хотите ли вы сделать такой фильм о моей семье? И достает воспоминания своей бабушки, довольно подробные. Она родилась в Одессе то ли в самом конце века 19-го, то ли в начале 20-го. И застала все, царскую Одессу, гражданскую войну, Котовского, НЭП, переселение Москвы, репрессии, все, Ой. весь 20 век. И я был так поражен благородством этого человека, что он хочет потратить довольно много денег, ну, сколько нужно фильм снять? Ну, в общем, немало, даже если по-простому все делать, чтобы рассказать о своей бабушке, вообще о своей семье, которую он очень любит, на протяжении 20 века. И мы такой фильм сделали со всеми нашими как бы, этими жонглированиями, графикой и всеми там, примочками и штучками. Вот. И нам так это понравилось, что потом мы сделали вторую серию, где историю примерно ту же, только о себе рассказывают его родители, и подумали о том, что ну, было бы интересно такие вещи делать время от времени. Как ты зарабатываешь сейчас? Я зарабатываю рекламой в Инстаграме и в Ютубе. Я зарабатываю публичными лекциями, которые читаю в мире, где-то, где у них есть аудитория, или в нескольких британских университетах, куда меня, по счастью, приглашали. Я делаю исторический стендап, с которым гастролирую по миру. И я еще придумал такую экскурсию по паре британских музеев. Один из них так и называется «Британский музей», еще один «Тейт Модерн», в которых я рассказываю истории о разных картинах, которые я сам смог раскопать с помощью своих журналистских методов. Неочевидные подробности про то, что... Неочевидные. В Тейте это называется «русский след в современном искусстве». Понимаю, что все, что со словом «русский» сразу накладывает такую, как бы, заставляет под определенной призмой смотреть на вещи, но русское искусство оставило огромный след в мире, и произведения, созданные русскими авторами на протяжении 20 века, влияли на все и на всех. Просто радиации излучали это влияние. И я такие произведения нашел, связанные, либо написанные или созданные русскими авторами в Музее современного искусства лондонском, либо под влиянием России каким-то образом появившиеся на свет. И я о них рассказываю всякие истории и периодически такие экскурсии вожу. Ты можешь назвать, сколько у тебя стоит интеграция в Инстаграме? Да, Reels стоит в районе 250 тысяч рублей, поскольку многие из наших заказчиков платят до сих пор в рублях, к счастью, то я называю эти цифры тоже в рублях. Как человек, который всю карьеру работает с историей, как ты относишься к гипотезе, что мир как будто бы с каждым годом все ближе и ближе к пропасти? Ну, ощущение такое имеется. На основании чего? Ну, вот у тебя оно на основании чего? Ну, мы могли помыслить, что будет в Европе агрессивная война. Нет, но вот она началась. Мы ощущаем, что на Ближнем Востоке происходят какие-то события, которые не собираются заканчиваться и только собираются разгораться. Да, мы это ощущаем. Но от Ближнего Востока, надо признать, оно было более-менее всегда. Попахивало всегда жареным. Ну, короче говоря, есть ощущение, что во многих странах, на которые мы привыкли опираться, не в том смысле, что мы лично привыкли опираться, но которые мы привыкли считать основополагающими для существующего мироустройства, там приходят к власти популисты, правые, крикуны, обещатели невозможного приходят. И это все как-то не оставляет нам большого количества надежды. Но, тем не менее, я продолжаю ее испытывать по собственному неизлечимому оптимизму. Ну, а есть же люди, которые, наоборот, говорят, что были ли люди когда-нибудь в истории так же накормлены, как сейчас? Было ли такое же количество участков земли, где права человека соблюдались бы так, как сейчас? Была ли бы когда-нибудь возможность поддерживать контакт друг с другом, да еще и, прости господи, с видеоизображением, так, как сейчас? Да никогда такого не было. А мне все это тоже внушает надежду. Я подпитываю... Меня также пугают всякие политические новости, и меня также пугает отсутствие единой политической воли в отношении стран, которые должны представлять все разумное, доброе, вечное. Но меня также несказанно радует человеческая инициатива, многообразие человеческих воль существующих и возможность каждому человеку быть кем-то отдельным и кем-то собой, а не частью какого-то большого механизма. Тебе 40 в следующем году. Кем ты себя видишь в полтинник?
Хо-хо. Я бы очень хотел, во-первых, оставаться журналистом и ведущим, и там частично перформером, всем вот этим вот. И я бы хотел работать на нескольких языках, на русском, и к этому времени досовершенствовать свой английский до такой степени, чтобы я мог чего-то на нем делать, и создавать какие-то большие вещи. И мы, конечно, с тобой говорили о моих маленьких видео, о кофе, о том, о сём, о пятом, десятом, но я по-прежнему все-таки продолжаю размышлять о каких-то больших вещах и больших проектах, о каких-то, вещах глобальных, больших пластах истории, которые меня волнуют и которые, как мне кажется, имеют отношение к настоящему. То есть все то же самое, но просто в другом масштабе. Я бы очень хотел. Я бы очень хотел и был бы очень благодарен судьбе, если бы у меня была такая возможность. И финальное. В чем сила? Я думаю, что сила в памяти. Мы все-таки такой человеческий вид, который ею обладает довольно развито. Мы не просто запоминаем кормушка и куда надо вернуться в конце вечера. Мы все-таки способны помнить, кто мы, что было с нами вчера, позавчера, 10 лет назад, 100 лет назад. Мы способны помнить, кто были наши родители, кто были наша бабушка с дедушкой. Мы способны понять, что мы не первое поколение, которое живет на Земле. Я знаю, что мы продолжаем не извлекать никаких уроков из истории, и история по-прежнему учит тому, что ничего не учит. Но я верю в человеческую память, как в то, что скрепляет человечество и не дает ему развалиться окончательно.